Так, друзья, тема сегодняшнего нашего с вами занятия продолжает примерно логику того повествования, которое у нас было на предыдущих занятиях. Продолжим, видимо, уже находясь в displacement и в surface контексте в шейдере, делать какие-то штуки. И просто сегодня посмотрим еще какой-то дополнительный инструментарий, который, возможно, вам в этой работе может пригодиться. План у нас примерно следующий. Поговорим, во-первых, с вами про атрибуты и каким образом вообще передаются атрибуты разных типов в шейдинг-контекст. Поговорим о том, как передавать информацию о геометрии в шейдинг. Да, то есть примерно то, что мы уже с вами пытались сделать в SOP-контексте с помощью min-dist, да, и функции point-cloud. Не помню, пользовались мы или нет. Но вот сегодня мы похожие штуки попробуем сделать с вами уже в шейдинге. Посмотрим, какие там есть возможности. Кроме этого, хотелось бы поговорить немножко про UV-шки, про UV-сеты, да, что они из себя в Houdini не представляют, что по факту сейчас их просто уже нет, и гораздо проще стало. Трипланарную проекцию посмотрим. Значит, ну и, собственно, первая тема тогда передача атрибутов в шейдинг. Часто возникает необходимость у нас с вами в шейдер передать какую-то информацию с геометрии. Ну, то есть банально, если у нас есть какой-то атрибут, ну, тут, наверное, проще всего рассмотреть на примере атрибута цвета. Да. Потому что, может быть, расскажем вводную вообще по атрибутам, вкратце. Смотрите, про атрибуты, это, в общем, некая сущность данных, которая может храниться на различных частях геометрии. То есть основных видов атрибутов 4. Это point-атрибуты, это атрибуты вертексные, атрибуты примитивные и detail-атрибуты. Это различие по тому, на каких частях геометрии они хранятся. Еще, значит, у атрибута есть тип. Тип может быть float, int, это может быть вектор, но это разновидность на самом деле того, сколько флотов хранится в одном и том же атрибуте. Ну, то есть вектор — это 3 флота, например. Там внутри, да, чуть-чуть сложнее. То есть те же 3 флота можно в разных случаях интерпретировать по-разному. Например, они могут быть как цвет, они могут быть как вектор, они могут быть как нормаль, они могут быть как точка. И в определенных случаях, в основном при трансформациях пространств, это нужно учитывать. Потому что, допустим, если мы цвет куда-то переносим, то от этого переноса никак его трансформировать не надо. А если мы, допустим, переносим точку, там трансформация пространств уже есть. Если мы переносим вектор, как мы вот на прошлом занятии изучали, там все это тоже чуть-чуть по-другому, скажем так, эти координаты меняются. С точки зрения типов, да, атрибутов, то есть действительно у нас геометрия, она состоит из компонентов. Компоненты — это, как Миша уже перечислил, это точки, вертексы, полигоны, и есть еще detail, как в целом вся геометрия. Вот здесь картиночка как раз изображена, которая поясняет, что каждый из этих компонентов представляет. То есть понятно, что примитивы — это вот отдельные полигончики. Дальше есть точки, и, собственно, чтобы мы могли, скажем так, сохранять какие-то значения индивидуально в пределах одной точки для каждого полигона, да, как, например, UV-координаты, да, у нас вполне UV-координата там для вот этого полигона, соответствующей этой точке, может отличаться, да, чтобы мы могли сделать разрез, например. Поэтому у нас еще вот существует вертексы, это как некая сущность, которая позволяет узлы полигона, скажем так, поставить в соответствие точкам. В пределах одной точки разные полигоны, они, каждый полигон имеет свой индивидуальный вертекс. Это приводит к тому, что если мы будем хранить тот или иной атрибут вот на разных компонентах, выглядит это будет немножко по-разному. Вот здесь картиночка это хорошо иллюстрирует. Давайте я чуть покрупнее сделаю. То есть вот, например, point атрибут, да, то есть он хранится на точках, то есть в данном случае это цвет, да, и, собственно, в пределах точки он некий единый, да, шарится на все 4 полигона и в пределах полигона интерполируется от точки к точке. Если мы цвет сохраняем как примитивный атрибут, то получаем вот такую картинку. То есть это просто константный цвет в пределах одного примитива.
Значит, если вертексный, то видите, здесь вроде тоже интерполяция, но она другая. Собственно, она в пределах примитива происходит, но при этом, поскольку у каждого примитива в пределах точки свой вертекс, и этот вертексный цвет уникальный, вот здесь у нас уже интерполяции никакой нету. Видите, да? Ну и detail, если мы сохраним цвет detail, это будет просто одно число для всей геометрии. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, нам часто возникает необходимость в шейдинг вот эти атрибуты передавать. И давайте вот посмотрим, каким образом это происходит, потому что в зависимости от типа атрибута и его класса, наверное, это немножко по-разному происходит. Значит, ну вот я сделал grid, сделал рандомный цвет. Давайте сейчас отрендерим. Значит, смотрите, вот я отсчитал сейчас эту картинку с неким дефолтным шейдером, и мы этот цвет увидели. И вот эта история, на самом деле, она немножко может вас вводить в заблуждение, что передача цвета, она как-то в шейдер происходит, ну, в шейдере автоматически или так далее. По факту, на самом деле, это не так. Это просто дефолтный шейдер какой-то, да, который там где-то внутри зашит. Вот он это умеет делать, но на самом деле, если мы сделаем какой-то шейдер свой, мы увидим, что даром эта история не получается, ну, как бы не работает. Давайте это проверим. Сделаем Surface Shader Builder и, например, вот здесь внутри, ну, просто там диффузную. Так. И вот этот Surface Shader сейчас накинем сюда, да? Ну и вот так. Только PBR включи. Да, PBR надо включить. Про вот эти режимы мы будем говорить позже, сейчас пока это не имеет отношения. Да. Значит, вот мы собрали какой-то дефолтный шейдер, простейший, и мы видим, что цвет исчез. То есть это то, как это будет всегда происходить, и в этом плане здесь определенные нужно манипуляции проделать, чтобы этот цвет, как и любой другой атрибут, неважно, да, в шейдере как-то его значение получить. Значит, здесь действует следующий механизм. Ну, то есть, на самом деле, многие из вас, наверное, знают, как это делается сейчас. Есть такая нода bind, да, которую мы создаем. Здесь выбираем нужный нам тип color, здесь указываем там, cd, наш атрибут, и подсоединяем color, и вот у нас цвет появился. То есть, в принципе, все этим пользуются, но я бы хотел просто обратить ваше внимание все-таки именно... Ну, то есть раньше этой ноды не было, и при этом механизм все равно работал, и его принцип заключается в следующем, что если у нас в шейдере существует параметр какой-то, да, ну, то есть который мы создаем нодой параметр, и его имя и тип совпадает с именем и типом атрибута на геометрии, то значения атрибута начинают оверрайдить значение параметра. Такое вот правило звучит несколько запутанно. На самом деле все очень просто. То есть, смотрите, берем, создаем некий параметр. Например, я пока его назову просто color. Да, это можно удалить. Пускай у него будет тоже тип color. И вот подадим его сюда на вход. Да. И у нас появился просто в шейдере с вами параметр, который здесь мы можем цвет наш как-то настраивать. Да. Значит, все это будет работать ровно до тех пор, пока у нас вот это имя этого параметра не совпадает с именем существующего какого-то атрибута. Как только на геометрии появится атрибут, который по имени совпадает, значит, значение, да, и по типу, значения на выходе вот этой ноды будут заменены, вместо вот этих значений будут браться значения с точки, значения, которые хранятся в атрибуте. Мы можем сейчас легко это проверить. Я могу, например, просто взять и переименовать сейчас, например, наш CD в color. Так, вот. Ну, то есть, понятно, он во viewport пропал, потому что это нестандартное уже имя, зато на шейдинге появился. Ясно, да? То есть вот такой действует механизм. Этот механизм, он действует не только в шейдинге, он вообще в любой воп-ноде. То есть всегда в сопе, где угодно вы находитесь, если вы где-то сделали параметр, имя которого совпадает с именем какого-то атрибута, значение этого атрибута начинает оверрайдить значение параметра. Я почему на это обращаю внимание? Потому что иногда, ну, то есть вы должны держать в голове вот эту историю, потому что иногда это может быть нежелательным эффектом. Ну, то есть просто у вас случайно возник параметр,
имя которого совпадает вот с именем атрибута, да, и вам вроде бы и не хотели, чтобы override происходил, но вы в какой-то момент видите, что у вас ваш параметр работать перестал, и можете как бы непонятно, что происходит, что случилось. На самом деле вот в этом причина. Ну и ровно в тот момент, как это произошло, уже сам параметр в интерфейсе начинает, в общем, ну, перестает иметь какой-то смысл. То есть здесь для этих целей специально галочка invisible добавлена, которая позволяет этот параметр просто в интерфейсе скрыть. То есть он начинает работать именно как вот этот связка, да, то есть механизм загрузки значения атрибута. Ну и поскольку, как видите, с нодой параметр здесь ряд есть лишних телодвижений, да, во-первых, на ней куча лишних уже всяких галочек, которые нам не нужны, да, надо ее скрывать, все это долго довольно, и сайды, они просто в какой-то момент сделали вот такую упрощенную, лимитированную версию ноды параметр, которая называется bind. То есть это та же самая нода параметр, которая просто уже заточена под загрузку атрибутов. То есть она уже сразу скрыта во viewport, здесь нет ничего лишнего, чтобы там не мешалось. Вот. Ну, то есть и, собственно, ей пользоваться просто проще. То есть мы ее создали, указали тип, имя, и все, и получили нужные нам значения. Давайте теперь поговорим по поводу того, как влияет тип атрибута, да, на возможность его передачи. Как вы видите, у нас значения атрибутов, если это поинтовый атрибут, они интерполируются между точками. И в этом плане, ну, то есть если мы передаем, допустим, какой-то флотовый атрибут, да, в данном случае color это tree-float, просто здесь мы его загружаем, ну, тоже как float, я не знаю, наверное, может иметь смысл маску какую-то сделать, да. То есть вот, например, я делаю маску, point, типа point, float, и здесь, например, напишем просто random pt. Да. Вот наши случайные значения. Мы их нигде не видим. Мы их можем увидеть сейчас либо в Geometry Spreadsheet, Ну, как не, числа, мы их можем визуализировать тут либо легко, в можем принципе, визуализировать да, через тот же color какой-нибудь. Ну, более модный способ через атрибут, через ноду Visualize, которая создает визуализаторы атрибутов различные, не добавляя новых атрибутов в геометрию. Ну ладно, сейчас на Но это не можно и будем так, да. отвлекаться. Мы можем вот этот атрибут точно так же передать. Да? То есть делаем bind, здесь указываем просто mask и флотовое значение. Важно следить за типом. Ну, то есть Да, мы тип. создали там флотовый атрибут, значит, здесь тоже должен быть float. И, например, я могу просто помиксовать два цвета по вот этому атрибуту. Вот, собственно, все работает. Возникают сложности в тот момент, когда мы вот этот атрибут начинаем менять его тип, ну, на какой-то другой, в данном случае, в первую очередь, на integer. То есть, если у нас атрибут имеет тип integer, очевидно, что, ну, интерполяция уже, ну, то есть, она, вернее, наверное, будет происходить, да, давайте посмотрим вообще, что тут будет происходить. Ну, честно говоря, в viewport, почему оно вот, то есть, что тут стало по-другому несколько выглядеть. На рендере, так, да, немножко интерполяция меняется. На самом деле, эффект несколько меняется, но в любом случае, смысл в чем? Если мы хотим передать какие-то константные значения, ну, то есть какие-то... у нас тут еще сейчас округлилось оно, да? Да. Да. Ну ладно, не суть. В общем, если мы хотим передать значения именно целочисленные 0,1, и чтобы интерполяции не было, ну, условно говоря, увидеть здесь какую-то плиточку, да, то нам нужно с вами, ну, то есть если вот мы здесь, например, сейчас попробуем указать integer, да, ну, то есть вообще чушь получается. То есть он как бы перестает этот атрибут цеплять. И пофиксить это можно тем способом, что мы вот здесь берем и просто класс атрибута меняем на примитивный. То есть мы говорим, что типа просто в пределах примитива у нас константное значение, и в этой ситуации можно использовать как
тип integer, да. А вот, кстати, а что будет, если мы сейчас все-таки тип float оставим, но сделаем примитивные? Ну, не найдет. Не найдет его, да? Мгм. Не, нормально, это работает тоже. Нет, примитив float, конечно, будет Ну работать. да. Я имею в виду, если здесь будет int, там float, Мгм, то он его не мгм, найдет. мгм, А вот мгм. в случае когда атрибут integer на точках, из-за того, что то есть в момент, когда он интерполирует этот integer, он становится флотом, поэтому подцепляя тип float в шейдере, мы видим результат, а подцепляя тип integer, мы не видим, потому что он фактически в мантру уходит уже float. Резюмируя, просто старайтесь, чтобы здесь не запутаться. То есть мы либо используем тип float просто, да, на точках, либо если мы передаем integer, мы должны уже как бы к этому относиться так, что у нас класс атрибута должен быть примитивный. Базовое это все. То есть в результате, как этим можно всем пользоваться? Вы можете формировать какие-то маски на геометрии, я не знаю, процедурными способами, с помощью Paint, любыми методами, да. Например, там, я не знаю, если мы там, опять же, говорим о генерации террейна, то у нас есть какие-то объекты, мы здесь, допустим, в СОПе там, по дистанции к этим объектам, по каким-то другим свойствам какие-то маски сформировали, записали их в атрибут, и дальше в шейдере цепляем, начинаем с ними работать. То есть нам в этом плане, может быть, чуть больше интерактива у нас появляется. Есть какой-то приоритет у атрибутов? То есть, например, если у нас будет атрибут color и на точках, и на примитивах, то какой из них будет считываться в шопе? Наверное, есть, но он нигде явно не оговорен, и может опасность применения техники будет в том, что в следующем релизе может измениться без предупреждения. И то, что у тебя считалось нормально, будет считаться по-другому. Поэтому лучше стараться не создавать атрибуты с одинаковым именем разного класса. Почему в шоп нельзя интеджерные атрибуты затягивать? В шоп можно затягивать интеджерные атрибуты, но с осторожностью. Собственно, если этот интеджерный атрибут на точках, то из-за его интерполяции он в момент передачи в шоп становится флоутовым. То есть, по сути, вам нужно его как флоут затягивать. А если он на полигонах, на примитивах, то никакой интерполяции не происходит, поэтому можно затягивать его как интеджер без проблем. Скорее всего, на вертексах то же самое. Ну, то есть на вертексах он будет интерполироваться, поэтому тоже надо затягивать его как флоут. Так, возвращаясь к примеру, о чем я говорил, что вот, допустим, у нас есть грид, есть какая-то геометрия, и мы формируем, например, какую-то маску. Можем воспользоваться так, какими-то уже знакомыми там нам функциями, например, minimum position, то есть по позиции, например, построить так, маску. Сейчас что там? По дистанции вот точек вот этой свиньи, да, мы можем, ну, какую-то вот такую историю сделать. И, например, ее записать в ту же маску, да. Экспорт атрибутов, да, он происходит такой парной нодой. То есть у нас есть bind, который позволяет заимпортить, и есть нода bind-export, которая позволяет экспортнуть переменную в атрибут. Собственно, это одна и та же нода, которая отличается на самом деле, насколько я понимаю, вот этой кнопкой. Вот этим. Так, да, ну, тем, что вот эта кнопочка, по-моему, нажата, да? Нет, вот только экспорт. Только экспорт. На самом деле экспорт атрибутов происходит тоже А. через тот же самый параметр. Просто у параметра, ну, там в коде внутри будет стоять флаг экспорт, что будет означать, что он экспортится наружу. Ну, то есть он может быть и принят через этот атрибут, и заэкспортирован через этот же атрибут, через этот же параметр. А вот эта галочка зачем тогда? Это когда несколько таких нод, вот если вторую создать, то в этой второй ноде все вот эти параметры, кроме параметра имени, будут захайдены. Поскольку у нас может быть вот такая ситуация, да, когда у нас две ноды bind, которые импортят или экспортят один и тот же атрибут, поскольку это одна и та же переменная, один и тот же атрибут, она не может принимать, например, разный тип, да, то есть мы не можем... Ну вот, смотри, вот, видишь, да, все захайдено. я понимаю, да, но по идее, и вот эта галочка, она как бы, мы указываем, на какой ноде мы это настраиваем, вот, но не очень понятно, честно говоря, почему их можно ставить
одновременно на двух нодах. Она, вон, видишь, все Она, по идее, должна здесь сейчас сняться. Но она вместо этого все захайдила, но не сняла. Вот, поэтому, ну, короче, довольно такой здесь странный механизм. Короче, да, чтобы экспортнуть переменную, мы создаем bind экспорт, который представляет из себя тот же bind, у которого просто вот здесь в параметре export вместо never выбран либо always, либо when input in connected, да, то есть он экспортит либо всегда, либо если ко входу что-то подключено. Ну и все. Вот здесь есть один довольно опасный момент. Вот этот крыжик override type with input означает, что если тип вот этот не будет совпадать с тем, что у вас здесь написано, то он автоматически сделает этот параметр типа того, что тут подключено. Это в каких-то случаях удобно, если внимательно подключать, но можно случайно, например, подключить сюда какой-нибудь, ну вот, допустим, у нас атрибут mask, мы знаем, что он float, и хотим получить float, но если мы случайно подключим, допустим, вот эту ноду к нему, то этот атрибут станет из float точкой, вектором. И это может быть нежелательный для нас эффект, который мы можем просто пропустить. Поэтому внимательно надо быть в этом месте. Либо его снимать, тогда будет приведение типов, а можешь соединить, чтобы проиллюстрировать. Смотрите, вот сейчас, если соединить, то вот этот атрибут стал color. Видите, вот эта линия, она не пунктирная, а сплошная. Это означает, что и здесь, и на входе, и на выходе одинаковые типы. То есть поскольку здесь тип не может измениться, это вектор, то здесь он тоже стал вектором. Если мы посмотрим на нашу геометрию, то несмотря на то, что тут написано float, этот атрибут станет вектором на выходе. Вот здесь средняя кнопка. Да? Ну вот он, да. Вот, да. Вот атрибут mask имеет теперь 3 значения вместо одного, как мы хотели. И это может просто произойти случайно. Поэтому либо эту галочку снимайте, либо внимательно соедините. Часто вызывает еще ошибку, когда мы... Сними эту галку, увидите, что произойдет. Видите, когда галка снята, вот эта линия стала пунктирной, что означает, что тут происходит приведение типов. То есть он вектор, ну там считает, я не помню, как там по умолчанию, он люминанс считает от него, или просто среднее значение какое-то берет, или первое. Ну, в общем, что-то делает с ним, чтобы получить из него float. В общем, возвращаясь к примеру, экспортнули наш атрибут, и теперь мы можем в шейдере до него как-то достучаться с помощью того же самого механизма. То есть вот, используя вот эту маску, да, то, собственно, ничего менять не нужно. Так, ну вот, получили эту маску на рендере. То есть идея в том, что зачастую в реальной работе подобные какие-то маски процедурные в SOP генерить просто проще, ну потому что больше интерактива, не нужно ререндер делать, да. И если не нужно высокое разрешение, то есть если хватает топологии, чтобы нужную детализацию получить, то в целом это, наверное, предпочтительнее. Потому что, опять же, эти маски, например, вот в чем преимущество, да, вот такого подхода еще по сравнению с тем, что если бы мы прямо эту маску получили теми же нодами, вот прямо в шейдере, например, мы ее можем здесь с вами фильтрануть, да, то есть взять, накинуть, ну, то есть там, заблюрить, например, я имею в виду. Важно, что мы можем провести какие-то операции с ней дополнительные, да, которые в шейдинге невозможно просто, да, как, например, вот заблюривание, да, довольно часто это бывает необходимо. Так, хорошо, с этим разобрались тогда. Давайте теперь посмотрим, а каким образом все-таки мы можем из шейдинга, из шейдера прямо достучаться, ну, до той же самой геометрии, да? Потому что иногда все-таки именно это необходимо бывает сделать. Ну и здесь возможны, значит, варианты различные. Собственно, весь тот инструментарий, который у нас в SOP был, он здесь остается. То есть вы можете здесь найти такие ноды, как minimum position, да, то, что вот мы смотрели, x, y, z distance, да, который в целом так, похоже, который прямо сразу дистанцию позволяет определить. Ну и point cloud, которые мы тоже сейчас с вами, видимо, посмотрим базово, позволяют как-то достучаться до геометрии. Значит, давайте
посмотрим, ну, начнем, например, с MinPost. То есть идея в чем? Сформировать похожую же маску, например, дистанции, только уже прямо в шейдере. Собственно, У нас подаем. возникает задача, которую мы не знаем, как сейчас сделать в данный момент в шопе, не обладаем этой информацией еще. Это нам нужно подать каким-то образом геометрию сюда дополнительно. Да. Значит, здесь, ну, то есть на вход, понятно, нужно P какое-то, да, это позиция нашей точки. Указать нужно геометрию. Здесь, видите, по дефолту нам предлагается указать геометрию с BGEO файла. В целом можно сохранить, допустим, эту свинью в BGEO, загрузить ее сюда, но это не слишком все-таки удобно, поэтому существует еще такая специальная аннотация, которую можно использовать, которая позволяет здесь ссылку указать на геометрию в сцене. Мы можем, наверное, ну прямо, я не знаю, как-то ее пометить, да. Короче, например, вот так. Значит, нотация следующая используется. Мы здесь пишем оп, ставим двоеточие, и дальше просто полный путь до SOP ноды, что важно. Geo1, pig. Хорошо. И вот эта нода, она возвращает нам позицию ближайшей точки на свинье, да, которая наиболее близко расположена к текущей точке на гриде. Если мы теперь посчитаем дистанцию, да, между вот этими точками. Ну, то есть между исходной нашей точкой и подадим ее, например, куда-нибудь в Color Mix, то, по идее, мы должны увидеть примерно картину, ту же самую, которую мы вот здесь с вами в СОПе собрали. Да? Так, сейчас. Вот такую. Да, то есть вблизи свиньи должен быть какой-то один цвет, по мере удаления другой. Давайте попробуем нажать рендер, посмотреть, получится, что получится и получится ли что-либо. Да? Так. Тут что-то... Ну вот он тебе подсказывает. На самом деле тут мы сейчас не видим ничего по той причине, что любую ноду, которую мы указываем в виде, вот в таком вот виде, тут важно помнить, что в этот момент, когда исполняется вот этот шейдер, это все происходит не в Гудине, это происходит в мантре. Мантра знает только то, что в нее было отправлено через AFD файл. Как бы то, что это происходит непосредственно, ну, то есть то, что Гудини запускает мантру, ничего не меняет. Как бы если Гудини в нее не отправил информацию, мантра ничего не получит. Угу. В if файл приходит только то, что помечено рендер флагом. Угу. Соответственно, если геометрия рендер флагом не помечена, она в мантру не попадает, и как следствие не может быть загружена таким образом. Соответственно, вот такой прием вот в таком виде, как сейчас здесь сделано, мы использовать не можем, потому что это у нас один контекст, ну, одна нода геометрии, которую мы хотим, чтобы она была как плоскость. Соответственно, рендер-флаг нам нужен где-то тут или тут. А нам нужно еще геометрию свиньи, на которой тоже нужно, чтобы был рендер-флаг. Поэтому это должен быть второй объект. Например, да, вот так вот пик, который можно либо Object Merge оттуда забрать, либо просто создать еще одну свинью. У нас их много. Давайте Object Merge заберем. Целая свиноферма. Вот. И еще один момент. В путь в той ноде указывается не до объекта, то есть не obj пик, а до SOP ноды, у которой стоит рендер флаг. То есть здесь нужно путь obj, потом имя объекта, и потом имя SOP ноды, на которой рендер флаг стоит. То есть если это будет не совпадать, то тоже ничего не получится. Значит, еще один нюанс заключается в том, что нам, как правило, вот этот объект на рендере не нужен сам по себе, да? Но отключить мы его не можем, потому что он перестает экспортиться в AFD. Снять здесь рендер-флаг тоже не получится. И на самом деле единственный способ его скрыть, и сделав так, чтобы он в AFD экспортился, это вот здесь в рендере, в рендер visibility просто выключить его. То есть, таким образом он продолжает в AFD экспортиться, но просто ни в одном из видов лучей
быть видимым. Ну, то есть он не участвует в трассировке. Но это не единственная Так, была причина, по а вот, которой мы да, вот, не видим. вот смотрите, вроде мы все сделали уже более-менее правильно, геометрию правильно указали, картинки все равно правильной нет. А кто вот, может быть, глядя вот сейчас на то, что здесь собрано, скажет, в чем, где ошибка? Нужно трансформировать из пространства камеры в Мгм. пространство объекта. Ну да, совершенно верно. Значит, почему неправильно рассчитывается сейчас вот эта дистанция? По той причине, что позиции координат точек нашей свиньи, они у нас, естественно, все рассчитываются в Object Space. И в этом смысле дистанцию и ближайшую точку нам нужно тоже искать от точки, координаты которой мы представляем тоже в Object Space. То есть мы должны работать в одном пространстве, в одной координатной системе. Но по факту у нас это действительно происходит не так, потому что вот сюда мы на вход Минпоса подаем позицию в камера Space, поэтому получаем какой-то неадекватный результат. То есть, чтобы эту ситуацию поправить, нужно взять из current, перевести в Object Space, рассчитать дистанцию, опять же, вот так. Да, ну то есть мы вот эти все вычисления делаем в Object Space. Ну, поправив это, вот мы увидели с вами правильную картинку. То есть вот за вот этими вещами тоже, ну, то есть обращайте на это внимание. То есть всегда, когда мы работаем с геометрией, не знаю, через MinPos, через Point Cloud, нам всегда нужно P перевести из Current Space в Object Space, потому что у нас в тех же Point Cloud точки тоже хранятся просто в Object Space. Может ли путь геометрии быть относительным? Да, путь геометрии может быть относительным, но нам придется здесь использовать Нет, строго специальную... говоря, путь вот здесь относительным быть не Да. может, но можно использовать expression, Ну да. чтобы преобразовать относительный путь к абсолютному. По поводу относительного пути мы можем поступить. Значит, сам по себе вот так нельзя написать, к сожалению. Вот. Но есть expression функция, которая называется opFullPass. Ну вот, это работает. То есть в целом вот такой финт используется. Более того, если мы посмотрим на ноду Object Merge, и это на самом деле фича, с которой я вот тоже не был знаком, можно использовать следующую нотацию. То есть мы вот здесь, например, если мы хотим, чтобы у нас здесь всегда автоматически была ссылка на ноду, на которой стоит render flag, да, и мы не хотим завязываться на имя конкретной ноды, можно написать следующим образом. Поправь меня, Миша, если не прав. Render node, да? Render SOP. Render SOP. 2 подчеркивания, render SOP, 2 подчеркивания. Видите? И теперь, если, например, я вот здесь, там, например, сделаю вот так, да, и то у меня, видите, автоматически обновилось. То есть довольно удобная фича. Я вот о ней тоже узнал ровно вчера. Есть такая же Есть копия такая же штука DisplaySop. DisplaySop, да. В общем, эта же история, как мы выяснили, прекрасно работает и здесь тоже. То есть мы можем вот здесь, например, написать RenderSop. И, в общем, это здорово. Ну, это только надо хорошо загрузить. работает. Так что вот какие механизмы здесь могут использоваться. Но суть такая же. Вот тут указан в результате полный путь, как бы то ни было. Без этого не... То есть дело в том, что этот путь — это на самом деле имя объекта, который знает мантра. То есть внутри мантры это уже не столько путь, просто имя объекта. Поэтому там любой символ не такой, уже все, ничего не найдет. И еще, если объект... бывают такие ситуации, когда вам нужно таким образом получить доступ к геометрии, которая уже на диске у вас есть. Не надо ее загружать в Houdini, чтобы потом вот таким вот механизмом через ОП воспользоваться. Грузите ее сразу с диска. Это будет быстрее просто. Потому что иначе у вас дополнительный расход памяти будет. Она будет загружаться в Houdini, потом выдаваться в AFD, потом из AFD мантра будет читать. А так она будет мантра сразу с диска читать. Ну, я думаю, что по этой функции тогда, наверное, все. Тут все довольно просто. Давайте следующий вариант загрузки геометрии посмотрим. Ну, то есть, на самом деле, есть еще вот этот вариант X, Y, Z, Distance. Они в целом похожи. Единственное, что вот эта штука возвращает именно позицию ближайшей точки, а это сразу возвращает дистанцию. Плюс еще номер примитива и UV-шки. То есть можно загрузить там значение атрибута, но я думаю, что мы сейчас не будем. Это в специфических ситуациях используется. Давайте посмотрим немножко функционал point cloud.
вы вот здесь в меню можете найти довольно большой список нод, который называется Point Cloud что-нибудь. Это такой специальный инструментарий, который позволяет эффективным образом загружать из геометрии, из файла массив точек, сортировать их, запрашивать их значения, фильтровать значения атрибутов и так далее, и так далее. То есть как-то обрабатывать. И делать это, то есть работать с очень большим количеством точек очень быстро. Значит, основная нода, которая запускает всю эту историю, называется Point Cloud PC Open, да, Point Cloud Open. Давайте, может быть, немножко тогда картиночку, что происходит. Значит, пускай вот есть у нас некая точка P, наша текущая точка, которую мы там шейдим, условно говоря, да, в терминологии Point Cloud она называется Query Point, то есть это так называемая точка запроса. Кроме этого, у нас есть некий файл или геометрия, в которой хранится какой-то массив точек. Это может быть просто частицы точки, это может быть геометрия с полигонами. В данном случае это не важно, потому что point cloud, они работают исключительно с точками. То есть там полигон или нет, это уже большого значения не имеет. Функционал Point Cloud Open, он позволяет сделать примерно следующее. В точке запроса, в которую мы, как правило, подаем на наше P, текущую позицию, в неком радиусе, который определяется параметром Point PC Open, радиус. Из этого файла или из геометрии загрузить точки, которые попадают в эту сферу вот этого радиуса. Количество точек загруженных будет ограничено параметром max points. То есть, грубо говоря, если у нас в эту сферу попало там 10 тысяч точек, а max points 100, то будет загружено 100 точек, ближайших к этой точке. Значит, они загружаются куда-то в память, сортируются сразу по дистанции, то есть эти точки записываются, условно говоря, в некую таблицу, где здесь первый столбец — это номер, нулевая, первая, вторая и так далее. И дальше в остальных столбцах свойства этих точек, их позиция, какие-то атрибуты и так далее, которые мы можем каким-то образом достать. Важно, что эти точки, они в эту таблицу загружаются отсортированными по дистанции. То есть нулевая точка — это всегда будет какая-то самая ближайшая к точке запроса, а первая точка — это будет следующая по удалению и так далее. Сразу через Point Cloud Open, загрузив точки, запросив нулевую точку, мы всегда можем найти точку, ближайшую к текущей. То есть примерно то же самое, что делает MinPos. Вторая точка будет второй ближайшей, и так далее. Тут важно понимать разницу между MinPos и Point Cloud. Дело в том, что Point Cloud ищет ближайшую точку в геометрии. Именно point. Да. А MinPos ищет ближайшую точку, которая лежит на геометрии. То есть она не будет поинтом. И он, кстати, не работает с поинтами вообще. И он с поинтами вообще не работает. То есть он именно берет полигон, то есть перебирает, можно смотреть на это так, что он перебирает все полигоны и находит ближайший полигон, и на этом полигоне находит ближайшую точку, именно просто которая лежит на этом полигоне, но она при этом не является поинтом с точки зрения самой геометрии. Да. То есть, грубо говоря, если вот сейчас проиллюстрировать то, что Миша сейчас объяснил, то есть если у нас, например, есть вот точка запроса наша и вот геометрия вот такая, то MinPos вернет позицию вот этой точки, а Point Cloud ближайшую точку определит одну из вот этих двух. Вот в чем разница. Возвращаясь к тому, как вот вся история работает, на выходе Point Cloud Open она у нас возвращает integer переменную, которая называется handle. В общем, механизм работы с point cloud'ами в мантре построен даже не в мантре, а в вексе, потому что point cloud'ами можно пользоваться в любом векс-контексте, включая мантру. Построен схожим образом с идеологией того, как любая программа обращается к файлам операционной системы. Как это обычно происходит в классическом понимании. То есть программа говорит, я хочу открыть такой-то файл. Она запрашивает это у ядра операционной системы. Ядро операционной системы находит этот файл на диске, открывает его и возвращает некую структуру, заводит у себя некую структуру внутри, которая означает, в которой будет храниться вот это имя файла, его текущая позиция в этом файле, размер файла, еще какая-то служебная, возможно, информация. И возвращает программе некое число просто, которое будет ссылаться на порядковый номер в таблице этого ядра. В
принципе, для программы все равно, какое это число. Ему важно понимать, что он файл, когда эта программа файл, когда открыла, ей вернули какое-то число. И потом, если она хочет провести какую-либо операцию с этим файлом, она должна операционной системе вместе с операцией сообщить вот это число, чтобы операционная система сама знала, с каким файлом сейчас операция происходит. После того, как все операции с точки зрения программы с файлом завершены, операционной системе нужно сообщить, что мы закончили, файл можно закрыть. Она там очистит дополнительные какие-то, ту же запись в этой таблице, убедиться, что файл записан на диск и так далее. Схожим образом реализовано в Вексе. То есть мы, когда делаем PC Open, нам возвращается вот такой вот handle, который означает просто число, некую ссылку в таблице. Это не совсем файл на диске, потому что в этом файле будут только точки. Это такой виртуальный файл, в котором будут только точки, которые лежат вот в этом радиусе и вообще удовлетворяют. Там, кроме радиуса, еще можно задать несколько каких-то констрейнов, чтобы нормали были направлены куда-нибудь. То есть точки, которые удовлетворяют нашему запросу, скажем так. Вот PC Open — это запрос некий. И далее все операции, которые мы хотим делать с вот этими точками, то есть проходить по ним, там, искать ближайшую, там, еще что-то, что в голову взбредет, мы должны этот хендл отдавать мантре, сказать, вот для вот этого хендла, пожалуйста, верни нам там первую точку, например. И после того, как мы завершили, правилом хорошего тона будет закрыть этот файл. Дело в том, что если не закрыть, в принципе, прям никто не умрет. По крайней мере, на легкой сцене. Но мантра не будет знать, что вы закончили с этим файлом, и может не освободить память в какой-то момент, и у вас в результате на большой сцене может памяти просто не хватить. Поэтому лучше всегда закрывать. Собственно, в связке с PC Open вот этой функцией, да, которая позволяет вот открыть вот этот виртуальный файл, загрузить в него нужные точки, работает несколько дополнительных функций, которые позволяют получить какие-то данные из точек. Тут я не знаю, мы будем PC Iterate смотреть сейчас или нет? Да. Дело в том, что я пытался собрать его на нодах, он реально не работает. Реально, подобные операции, более-менее сложные, с циклами, особенно с вложенными циклами, гораздо проще и визуально чище и понятнее, если делать их кодом. Если собираешь их на нодах, там такая каша получается, что запутаться очень легко даже тому, кто хорошо в коде, у кого мозги заточены на то, чтобы анализировать код. А для новичков это может вообще наизнанку вывернуть мозг. Как Миша объяснил, да, у нас есть некий handle, который просто ссылается на некую структуру. В этой структуре, значит, хранятся, то есть она представляет из себя некую таблицу, да, по строкам, условно говоря, которые мы можем перемещаться, да, там, с нулевой на первую, на вторую, то есть перебирая каждую точку и обращаться таким образом, запрашивать атрибуты с каждой точки. Собственно, вот эта функция, она позволяет вот этот цикл итерирования проходить. То есть она, как правило, используется в связке в условном операторе while. Вот эта функция, она возвращает либо true, либо false. Если true, это значит, то есть единица, это значит, что есть куда еще перемещаться, то есть как бы итерирование произошло. False — это значит, что мы как бы дошли до конца. Там есть вот в этой структуре, в принципе, это содержимое вот этого нашего виртуального файла. Вот чтобы было понятнее, что конкретно там перемещается, когда работает PC Iterate, там существует некая ссылка на текущую строку, которая с каждым вызовом перемещает, то есть с первым вызовом она перемещается на первую строку. Со вторым вызовом она переместится на следующую строку, с третьим вызовом на следующую и так далее, пока не дойдет до конца этой таблицы, после чего она вернет false. И мы выйдем из этого цикла. Да. И, в общем, если внутри вот этого цикла мы будем использовать PC import функцию handle, да, в которой точно так же этот handle передается, то вот этот PC import будет нам возвращать, в зависимости от того, что-то там мы еще в атрибутах ему укажем, какой атрибут мы хотим запросить, он будет возвращать значение атрибута той точки, на которой у нас вот этот указатель стоит в данной итерации. А указатель, он перемещается
грубо говоря, со строчки на строчку. Просто это довольно хитрый механизм, такой не очень нетривиальный. И на самом деле я думаю, что будет правильнее, может, его подробнее именно обсудить уже на примере, но этот пример, я думаю, что все-таки мы не сегодня посмотрим, а на следующем занятии. Так, Либо на домашнем задании. это будет жестко очень. Так, у меня толщина Ну, пропала. на самом деле вы должны, помимо всего прочего, уметь находить информацию в хелпе по заданной теме, скажем так. Там, в принципе, довольно подробно многие темы изложены и очень хорошо. Важно уметь этим пользоваться. Кто не умеет, желательно потренироваться. В общем, в любом случае, это мы сейчас пока отложим. А на самом деле существует несколько функций, которые гораздо чаще используются и которые более простые для понимания. Это следующие функции. Во-первых, PC-фильтр, в нее тоже просто передается handle. Здесь уже никакой цикл не нужен. Эта функция делает простую вещь. Она просто берет и взвешивает в пределах вот этой сферы, взвешивает значение атрибутов, ну, с учетом дистанции от точки запроса. То есть как бы находит такое среднее взвешенное значение. Это полезная штука для создания эффекта усреднения, да, то есть по сути блюра какого-то. То есть если нам нужно какие-то усредненные значения получить, то вот можно использовать. Кроме этого, существует вот наиболее, наверное, часто используется PC import by index функция, которая просто позволяет обратиться просто к какой-то конкретной точке по ее индексу вот в этой таблице. Если мы нулевой запрашиваем индекс, то это просто ближайшая точка. Первый там, это значит вторая ближайшая и так далее. И вот, например, используя вот эту функцию, мы легко можем воспроизвести с помощью Point Cloud функционал того же Воронова, который мы делали. Да, я думаю, что, может быть, мы на этом примере сейчас тогда и посмотрим, как это работает. Давайте это сделаем. Итак, тоже сделаю я тогда грид. На гриде давайте заскаттерим какое-то количество точек, например, 20. Так, и здесь та же самая история. Нам нужно эти точки в отдельный геоконтейнер передать, чтобы мы могли их с вами успешно загрузить. Так, вот точки. Так, это у нас points. Хорошо, я думаю, я сейчас, может быть, тогда... Так, да, display flag ставим на вот эту ноду. Сами точки опять можно в render visibility убрать, чтобы они не светили. Может, в displacement контексте? Давай displacement. Раз мы вороной делаем, нам будет сразу интересно. Так. Итак, что мы делаем? Point Cloud PC Open создаем ноду. Значит, дальше не забываем трансформировать P из current space в object space. Да? Значит, вот, собственно, как эта нода выглядит. Здесь указываем геометрию нашу, да, points out, да. Точка запроса, передаем в нее P. Значит, здесь на самом деле можно, это редко, я не знаю, это какие-то экзотические истории, то есть теоретически мы можем, ну то есть в данном случае, когда здесь указано в position channel P, это значит, что на точках запрашивается, собственно, атрибут. Ищутся точки ближайшие. Да, ищутся точки ближайшие по P. Теоретически мы можем здесь указать какой-то другой атрибут, например, UV или REST, да, и будет как бы искаться дистанция именно по UV. Но это такие экзотические случаи, как правило, здесь все по дефолту указывает. Search radius, то есть в каком радиусе мы будем искать, например, в единичном, какое максимальное количество точек будет загружено в пределах вот этого радиуса. Ну и вот эта вещь, cone angle. Ну, конус, в котором... Конус, да. На самом деле, вот как я говорил, то есть не только радиусом мы можем ограничить, но еще какими-то дополнительными констрейнами. Но эта штука, я так понимаю, работает, когда у нас есть query normal, да? Да, если мы вот здесь n подключим, ну, то есть если нам нужны точки не просто в определенном радиусе, но и в том направлении, то мы можем получить точки, которые лежат в конусе с ограниченным определенным радиусом. Хорошо. Загрузили, значит, ну теперь что-то можем... По умолчанию вот cone angle 90 будет означать, что... Почему, кстати, 90 не понятно? По идее 180 должно быть. Ну да. Ну то есть полная сфера нас интересует. Хорошо. Вот наш handle. То есть теперь мы можем... Как-то надо достучаться до самих уже атрибутов.
Ну и давайте здесь, наверное, будет интереснее всего PC import by index как раз использовать. Создаем его, передаем ему handle. И вот здесь можно указать индекс, и channel — это что мы запрашиваем. Здесь можно указать имя какого-то существующего атрибута. Кроме этого существует два специальных запроса. Они называются, первый называется point.distance, который позволяет дистанцию до точки вычислить. Мы могли бы... Сигнатуру только надо поменять. Да, сейчас могли бы просто запросить P и вычислить разность, да, между P и точкой запроса, но на самом деле вот так сделать проще. Ну да, и как Миша правильно подсказывает, важно здесь еще тип данных указать правильно. Кроме этого, здесь еще можно написать вот такую штуку, point number, и получить номер точки. Просто что бывает уже иногда необходимо. Рандомы, если нам какие-нибудь нужны. Номер точки, при этом это будет не номер точки вот в этой таблице, которую Игорь рисовал, а номер точки, физический номер точки в геометрии. Ну да. Ну и вот на самом деле, если мы, например, создадим два таких PC import by index и запросим, например, первую и вторую точку, то можем легко с вами реализовать ту картину, которую нам делает нода Voronoi. То есть, ну, например, для начала давайте вот просто возьмем первую позицию. Да? Properties надо. Сейчас. Properties надо сделать. Да, тут, конечно, все. Надо сейчас не забыть сделать displacement bound, как обычно мы делаем. Так. Мы можем сделать, чтобы у нас был пресет? Да? Мы все можем. Мне кажется, пора уже этим озадачиться. Но просто дома у людей пресетов не будет, которые мы сделаем, поэтому лучше показывать. Да, displacement bound. Ну, ладно, пока достаточно. Так. Собственно, вот такая история получилась. Радиус вот этих штучек, да, цилиндриков, это ровно вот то, что мы вот здесь search радиус указали. То есть если мы его сделаем здесь больше с вами, то картина будет больше уже похожа на то, что дает нам нода Voronoi. Я думаю, имеет смысл немножко здесь прибрать сейчас амплитуду. Да, ну вот видите, да, похожая история. Давайте сделаем, как мы делали через subtract уже. То есть мы берем и запрашиваем, например, первую точку, нулевую, да, ровно то, что вот Voronoi нам и возвращает. И подадим это в amount. Сейчас должны, по идее, увидеть вот эти условные какие-то, ну не плиточки еще, да, но некую камушки, да, вот эти, которые мы с вами делали. Видите, да, то есть вот мы довольно просто воспроизвели функционал. Значит, для чего в целом, да, это может быть полезно? Потому что здесь, поскольку мы все это собираем из таких низкоуровневых нот, у нас гораздо больше свободы возникает и возможностей по сравнению с тем, что Voronoi нам дает. Например, Voronoi нам всегда дает равномерно распределенные в пространстве точки. Мы же с вами, поскольку их запрашиваем с геометрии, легко можем здесь как-то потюнить эту историю, то есть сделать массив точек неоднородным, и будет какой-то более интересный вид. Ну, например, я возьму и сделаю вот так, например. Да. Так, да. То есть чуть более сложный по форме сделаю массив точек. Да. Давайте посмотрим, как поменяется картинка. Видите, у нас какая-то более такая интересная структура уже получилась, более неоднородная. То есть вот так, например, вот такую историю можно сделать. Уже как бы выглядит интереснее, чем Voronoi. Значит, дальше. Здесь на самом деле довольно тоже большое поле для экспериментов по поиску какого-то интересного внешнего вида, связанных с тем, что мы можем запрашивать, например, не нулевую первую точку, а какую-нибудь там первую, вторую или первую, третью. И вот все эти комбинации, они все дают очень разный вид, и на самом деле зачастую более сложные и местами более интересные. Например, давайте посмотрим, как будет выглядеть вот такой запрос, да, когда мы сравниваем там вторую и четвертую точку. Сейчас что-то получится уже такое, не такое явное, да, но вид довольно интересный. Значит, дальше. Не забываем, что мы можем пользоваться вот этими всеми приемами по деформации пространства, да, и искажению нашей картинки. Помните вот этот прием, когда мы
если мы воспринимаем вот это все как функцию некоторую, да, то вот у нее в качестве аргумента приходит на вход P, и мы это P можем искажать каким-то найзом, да, как мы это с вами делали раньше. Давайте вот попробуем тоже это сделать. То есть берем, это нам позволит эту картину там еще, например, усложнить. Ну, здесь важно, конечно, подобрать правильные какие-то амплитуды, чтобы был вид. Ну, вот, например, какая-то такая история. То есть, видите, там стандартным вороным, допустим, такой сложной картины, ну, несколько проблематично добиться. Вот, а здесь это делается довольно легко. Значит, дальше, опять же, можем усложнять дальше. И, например, то, что мы с вами делали, ну, это в вороном, в ноде вороной тоже можно было сделать, потому что у нас был seed, да, с вами. И мы, помните, по сиду считали рандом и меняли, допустим, амплитуду отдельных плиточек. А кто вот мне скажет, что у нас в качестве этого сида может быть вот здесь? Какие будут версии? Микрофон. У кого-нибудь есть идеи? Ну, то есть, да, совершенно верно. Номер точки, собственно, ответ он на экране. Вот он. То есть мы, запросив номер какой-нибудь точки, причем это не обязательно должна быть та точка, которая здесь, вот там, 2-я или 4-я, можно какую-нибудь любую, можем условные какие-то плитки или какие-то детали вот этого рисунка, например, продавить по амплитуде и сделать его не таким однородным. Ну, то есть в данном случае я забираю просто нулевую точку, например, считаю от нее рандом и домножаю на нашу амплитуду, вот эту, которая у нас в amount приходит, этот рандом. Там сейчас получится еще чуть более интересный какой-то вид. На самом деле его бы, может быть, чем-нибудь осветить человеческим, чтобы было видно. Хотя бы, не знаю, что у нас тут есть. Есть какая-нибудь нормальная штярка? Ну, то есть, короче, какие-нибудь там каменюки, песок, какие-то интересные поверхности. В общем, такими способами можно делать. Вот эти вот ключевые слова в Point Cloud Import, да, что там, Point Distance, да, ты указал? Да, там можно point distance и Это point number. какие-то заведомо ключевые слова или это какие-то там, я не знаю, экспрессионы? Что это за слова? И Нет. сколько их вообще? Нет, это предопределенные ключевые слова, которые в дополнение, то есть тут можно указать любой атрибут, который содержится на точках. Кроме этого, есть набор вот таких параметров специальных. То есть если я там укажу атрибут, он мне вернет атрибут. Да, значение атрибута. Если я укажу ключевое слово, он выполнит какое-то действие по нему, да? Ну, это по сути, там их немного, вот буквально они почти все вот здесь сейчас были изложены. Полный список в хелпе по Point Cloud легко найти. Конкретно вот в этом примере, я думаю, что многие из вас сталкивались и заметили на этой картинке. Из-за того, что мы довольно такой используем грубый механизм, да, по изменению амплитуды, да, который, ну, скажем так, между ячейками Воронова никак не интерполируется на значение амплитуды, оно просто скачком меняется. Да. У нас возникают такие вот артефакты, да, связанные с тем, что вот эти перепады по амплитуде, они довольно большие. Выглядит это не очень визуально, скажем так, привлекательно. Да, то есть явно не хватает плотности дайсинга или чего-то такого. Но ее никогда не будет хватать. То есть мы вот... Можно сделать редайсинг, это чуть-чуть уменьшит. Ну, то есть есть определенные атрибуты вот здесь, которые мы можем добавлять, специальные для дисплейсмента, например. То есть к ним относится редайсинг. Он эти области попробует уплотнить сетку только вот в этих зонах, где происходят большие потяжки, где результирующие полигоны очень сильно вытянутыми получаются. Но это все равно, ну, то есть вот этот крыжик, но это все равно как бы до определенной степени только будет работать, и это довольно дорогая вещь. Ну, то есть это дорогая, она, насколько я понимаю, потому что там дисплейсмент 2 раза выполняется. Он не да? 2 раза, он выполняется вообще много раз. Ну, чуть-чуть получше становится, но в целом не исправляет ситуацию. Да, это полностью ситуацию не исправит. Чуть-чуть вроде лучше. Чуть-чуть лучше, но это все равно будет всегда, поскольку у нас граница резкая,
то всегда получается вот такая вещь. Поэтому лучше избегать создания вот таких паттернов, где резкий скачок идет, ну, то есть между двумя числами просто без какого-то плавного перехода. Лучше их заменять на более плавные переходы. В данном случае, поскольку мы запрашиваем значение с ближайшей точки, с нулевой, мы знаем, что границы между ближайшими точками, мы знаем, как определить эти границы, и мы можем, ну, то есть это вот как раз разница между первой и нулевой да. точкой, Мгм. там эти границы становятся нулем. Их как-нибудь отфитить и, допустим, домножить, ну, чтобы эти границы сделать более плавными. На самом деле, я вчера, когда с этим примером экспериментировал, пришел к выводу, что Мгм. отчасти вот эту ситуацию можно поправить бейком. Да? То есть, Да. если мы забейкаем вот этот рельеф в текстуру, то когда он будет загружаться из текстуры за счет фильтрации, за счет интерполяции как бы антиалиасинг, значений, мгм. антиалайзинга, вот эта история, она очень здорово поправляется. А при бейке, там, если есть Ближе. детализация какая-то, ну, мелкая, она при бейке же может съесться просто. Ну, естественно, это все будет зависеть от того, насколько плотная будет сетка, плотная текстура Ну, то бейка. есть это не совсем универсальное получается Ну, решение. конечно же. На самом деле, тут надо привыкнуть к тому, что тут не существует абсолютно универсальных решений, как серебряные пули, которые решают абсолютно все проблемы. Тут все решения так или иначе имеют свои обратные стороны, ну, свои преимущества и свои обратные стороны, которые надо всегда учитывать и искать баланс для конкретной задачи. Потому что процедурные, они максимально четкие, мы можем подлетать очень сильно близко, и там не будет никаких пикселей, мы ничего не увидим этого. Но есть и обратная сторона в том, что фильтровать подобные вещи надо вручную, ну, то есть какими-нибудь дополнительными механизмами. Если это делать честно, надо довольно хорошо соображать в математике. И обычно это того не стоит. Гораздо проще, то есть как бы если возникает задача с фильтрацией, просто забейкать. И всегда взвешивая вот эти вещи, что нам нужно для задачи, что важнее в данный момент, мы можем выбрать ту или иную технологию для решения этой задачи. Для того, чтобы выбирать между вот этими технологиями, нужно быть знакомыми со всеми возможными вариантами. Если, допустим, мы знаем, что мы можем нарисовать текстуру, и на этом наши знания ограничиваются, то мы можем выбирать из вот этого одного пункта. Если мы можем сделать это текстурой, можем сделать это там процедурно как-то так сгенерить, скомбинировать какие-то текстуры, еще что-то, то у нас увеличивается пространство наших возможностей, и я надеюсь, как результат уйдут в прошлое недавно возникающие проблемы, когда нам там на какой-то геометрии там возникает 300 юдимов, каждый по 8К, как это посчитать, потом никто не знает, но вот все уже есть, все уже нарисовано. Поэтому, чтобы таких вещей не возникало, и нужно обладать всем спектром вот этих технологий. Я думаю, кроме бейка, на самом деле мы не затронули такие важные вещи, и для бейка это нужно. Это REST, IP и EV атрибуты. Мы как-то, видишь, потому что перескочили на геометрию, но самом надо было это вначале рассказать. Да. Да? Но я думаю, что Немножко. нам все равно для Сейчас бейка тогда это об нужно. этом, Да, да. давай сейчас Мгм. расскажем про REST и UV, потому что UV, наверное, ближе к бейку тогда. А начнем с REST, потому что Мгм. Вот у нас, когда была возможность выбирать в конусе там 90 градусов, это означает, что во всей сфере выбирается, или это все-таки в угол 90? это надо смотреть на реализацию того, что в этой веб-ноде сделано. Я не очень сильно знаком именно с самой веб-нодой, то есть в каких единицах тут задается. В принципе, это в документации, скорее всего, описано. И по умолчанию, я думаю, что это должно означать, что это вся сфера. Но атрибут довольно, Почему тут 90? довольно 90, странный. да. По идее, это угол от нормали, который мы вот здесь подаем. Хорошему то есть должно быть 180, чтобы описать полную сферу. В данном случае это работает, ну, на самом деле, может, это где-то и не работает, мы сейчас это не увидим по одной картинке. Мы можем увидеть, что это не работает, когда мы начинаем делать какую-то анимацию, и у нас какие-нибудь точки начинают выключаться и не попадать. Я думаю, что когда не передается query normal, эта штука вообще не функционирует, скорее всего. Но тут могут быть варианты, на самом деле, реализации вот этого PC-Open можно посмотреть в Type Properties для особо пытливых умов, либо посмотреть в help, что конкретно тут имеется в виду. Вообще, когда пишем кодом, этот параметр вообще может быть опущен. И когда он опущен, тогда мы точно запрашиваем во всей сфере. Когда это нода, мы не можем как бы вычеркнуть этот параметр отсюда. У него есть какое-то дефолтное значение. Если оно проставлено
неправильно, например, то будет функционировать немножко по-другому. На самом деле, бывает, вам нужно также быть готовыми к тому, что не всегда все ноды работают идеально. То есть могут быть какие-то ситуации, когда они работают не так, как вам хочется. Нужно просто изолировать проблему и ее отдельно уже решить. То есть бывает такое, что в SideFX что-то, на уровне кода у них может быть все нормально, а нода реализована, неправильные значения по умолчанию, например, забиты. То есть такие незначительные ошибки, которые по большому счету не особо страшны. Ну что, про ресты? Да. Про ресты, да. Мне на Surface надо показать. Да, конечно. Значит, немножко у нас спутался порядок, потому что, конечно, по большому счету и про ресты, и про UV-шки, наверное, надо было до вот этого рассказать. Ну ладно. Многие, наверное, знают, что такое REST, как им пользоваться. То есть сейчас, может быть, эта информация будет многим не в новинку. Может быть, сначала проблему обозначим? Да, я это и собираюсь сделать. Собственно, кейс. Да? Пускай у нас с вами есть некая сфера, и на ней, например, то есть это какая-то анимированная геометрия, например, на ней есть какой-то noise, который как-то живет. Да, например, вот таким образом. Так. Чуть помедленнее сделаем анимацию. Так. Вот такая есть геометрия. И мы хотим затекстурить ее как-то, да, процедурно, например, накинуть на нее какой-то процедурный noise. Что мы делаем? Собственно, как обычно, сделаем Surface Shader и берем нашу позицию, переводим ее в Object Space. Это мы уже знаем, что надо сделать. Дальше рассчитываем некий noise. И по этому нойзу, например, просто миксуем два цвета. Да, получим какую-то процедурную фактуру. Да, запихай в CF и выключи просто PBR и все. Так. Ну и шейдер назначить. Шейдер назначить. Да. Так, сейчас немножко контраст, видимо, нужно как-то повысить истории. Какой-то более понятный рисунок просто хочу сделать. Может быть. Так. Выключи октаву чуть поменьше сделай. Угу. Какой-то мы сделали рисунок. У нас геометрия анимирована, мы хотим ожидать то, что у нас этот рисунок будет, условно говоря, к ней приклеен, да. То есть, что это некая сфера вот такая, вот с такой фактурой, которая деформируется. А по факту, если мы отсчитаем небольшой фрагмент, то мы увидим, что у нас некие сложности возникают. То есть, что у нас этот noise не приклеен к геометрии. Тут, наверное, может быть, даже было бы нагляднее не столько сделать, кстати. Просто повращать. Да, повращать или подвигать. Да, вот подвигать даже. Да, давай подвинем. Но проблема, то есть видно, да, что у нас объект движется, а noise сквозь него плывет, то есть noise к нему не приклеен. Происходит это по понятной причине, потому что у нас noise рассчитывается по позициям точек в Object Space, да, и поскольку координата какой-то конкретной точки на сфере, она меняется, поскольку эта точка движется, соответственно, и noise на ней начинает жить. И визуально возникает вот такой эффект, как будто это какой-то просто пространственный noise, а сфера сквозь него двигается. Собственно, чтобы справиться с этой проблемой, то есть такой эффект будет возникать всегда, если вы шейдите какую-то анимированную геометрию. Это персонаж какой-нибудь заскиненный. То есть
такая проблема будет возникать всегда, если эти трансформации не на уровне геометрического контейнера, а непосредственно на топологии у вас происходит. Всегда будет вот такой эффект возникать. Значит, чтобы с этим эффектом справиться, делается следующий трюк. Записываем некие статичные координаты позиции точек, например, забирая их из какого-то кадра в специальный атрибут. Теоретически этот атрибут может как угодно называться, но существует некое стандартное имя, под которое там заточены уже есть ноды и специальные какие-то и в SOP, и в шейдинге. А атрибут это называется, как правило, REST. Ну, то есть в данном случае, если, допустим, представить, что вот это просто некая анимированная геометрия, которая нам пришла из кэша, да, то мы можем взять ее, например, зафризить в первом кадре, да, либо просто вот отсюда до анимации взять, если у нас есть такая возможность, и подать на второй вход ноды REST. Вот эта нода, она технически что делает? Она просто создает атрибут REST и записывает в него позиции точек нашей геометрии в первом кадре. Соответственно, в отличие от позиции, которая меняется, да, у сферы, REST остается статичным. И даже если здесь будет какая-то деформация, все равно REST остается статичным. Тут важно заметить, он должен оставаться статичным, потому что это просто атрибут. И он может быть не статичным, если вам это надо, либо если вы по ошибке туда засунули анимированную геометрию. Например, если убрать таймшифт, вот эту ноду, то есть просто соединить его вот так, то он будет точно так же меняться, как ИП. И проблема не уйдет никуда, несмотря на то, что атрибут REST есть. Тут важно как бы саму идею понимать. То есть вот у нас проблема в том, что координаты P, от которых мы считаем наши найзы, все время меняются. И нам нужно что-то, что не меняется, иными словами. И причем желательно, поскольку мы уже настроили на P, все, желательно, чтобы оно было похоже на P. И берется, собственно, она в некой REST-позе. Эти координаты запоминаются в одном из атрибутов. Угу. После того, как мы этот REST сделали, нам его надо... Миш, а почему мы не можем этот REST сделать сразу после создания сферы? Можем. Игорь специально сделал так, потому что то есть в данном случае было бы чище, да, просто REST поставить здесь до создания сферы. Представьте, что вот это у нас вот объект. Да, но если вам пришел какой-то анимированный алембик, например, уже, и в нем нет реста, то есть или откуда-то эта геометрия пришла, и еще там с третьих сторон нету уже в ней реста, то вот это один из способов зафиксировать позицию реста. Это будет работать, естественно, если топология геометрии при этом не меняется. Если меняется, то все сложнее. Можно еще ремарку маленькую? Вот атрибут REST, его лучше создавать именно нодой специально REST, потому что иногда возникает соблазн, к примеру, в Wrangle его сделать или в атрибут Create, но там есть еще маленький такой нюанс, то что атрибут REST, у него есть еще тег static. Если этого тега нету, то атрибут может называться REST, но при этом он будет трансформироваться нодой трансформ и еще много чем, и иногда это приводит к неожиданным результатам. Я так понимаю, что это больше связано именно с тем, как мы тип атрибута вот здесь укажем в атрибут Create, да? Дело в том, что у атрибутов есть помимо типа и класса еще некий набор. Вот эта история. Вот это вот. На самом деле там их еще больше, но как бы для простых смертных выведено вот такое небольшое количество. И вот этот набор как раз описывает то, для чего этот атрибут создается. Как раз вот то, о чем я говорил. То есть если это цвет, его не надо трансформировать. Если это P, ее надо трансформировать одним образом. Если это вектор, другим. Если это матрица, третьим. И так далее. Миш, я правильно понимаю, что ошибочно будет REST создавать вот таким способом, что мы указываем, что это вектор? Тогда он начинает как раз трансформироваться. Да, он будет трансформироваться. Так ошибочно и... А если указать здесь просто 3 float, то все будет нормально, да? Уже. То есть, или надо все-таки еще здесь принудительно указать, что во-первых, это типа... это position, на самом деле Саня прав. Самый чистый способ — это использовать ноду REST. Просто хотелось бы понимать, что он-то делает, то есть какие он настройки там выставляет. Для того, чтобы посмотреть, какие конкретно атрибуты выставляются, то есть самый простой и самый эффективный способ, который ответит на эти вопросы раз и навсегда, можно просто сохранить эту геометрию не в BGEO, а в GEO. Это JSON-овский формат открытый.
И там можно в тексте посмотреть, как атрибуты создаются, что на них написано и чем они отличаются. То есть, это для особо пытливых умов. Опять же, кто хочет знать внутренности, как это устроено, там действительно могут быть нюансы, которые могут влиять на все это. То есть я сейчас просто не помню наверняка. То есть в большинстве случаев, да, будет работать, но Саня говорит как раз про нюансы, в которых это работать перестает. Кроме того, в ноде REST, помимо P, можно также, используя ту же самую логику, создать REST normals, то есть это атрибут нормалей, которые не меняются, потому что наши паттерны процедурные могут зависеть не только от P, но и от нормалей, еще какие-то трансформы, метаболы. Это я не знаю, Что-то еще. такое. Я тоже не знаю, ни разу не использовал. Наверное, очень нужное. Хорошо. В общем, да, запомнили, что вот есть этот нюанс. А мы, кстати, эту штуку не обсуждали как-то, да, вот по поводу, или Да, обсуждали? Я вскользь Мгм. о ней рассказал, но Да. Ну опять же, ладно. это больше к категории нюансов относится, Да. чем к сути. То есть, Но это такие нюансы, на которые все бесконечно напарываются. Ну ладно, может быть, мы попозже немножко еще это разберем. Тут просто надо тесты какие-то сделать, которые бы иллюстрировали, что происходит. Хорошо, сделали REST, и теперь мы этот REST передаем в шейдер. Значит, обратите внимание, передавать можно, в принципе, можно байдом просто загрузить. Но опять же, поскольку есть стандартное имя, есть такая нода REST Position, это ассет, который, собственно, если заглянуть внутрь, он ровно тоже и делает, то есть байдом просто загружает REST, а если REST нет, то использует просто P в Object Space. Вот, поэтому, предпочтительнее, наверное, вот эту штуку использовать все-таки. Если у вас в какой-то момент REST нет на статичной геометрии, будет использоваться P тогда, то есть не будет все разваливаться. Ну и, соответственно, у нас REST загружается сразу в Object Space, да? Да, и важное замечание действительно то, что REST у нас, поскольку это просто передается значение, а сохранен он в Object Space, его трансформировать в Object Space не требуется. Так, давайте вот эту ноду использовать тогда будем. Так, все, и давайте посмотрим, какой получится эффект. То есть сейчас у нас, по идее, noise должен приклеиться к геометрии. А ты анимацию, да, включил? Ну да. Это видно, на самом деле, хорошо и с анимацией. Видите, да? То есть вот это скольжение сквозь noise, оно исчезло. Вот, собственно, в чем идея REST. Поэтому всегда, когда вы шейдите какую-то геометрию, которая гипотетически может быть анимированной, да, то есть анимироваться не просто за верхние трансформы, а у нее какая-то может быть именно анимация на уровне топологии, а обязательно REST всегда должны использоваться, чтобы вот этой проблемы не возникало. Так, хорошо, с этим разобрались тогда, да? Все знают, что такое UV, наверное, да? Но если перекладывать пытаться наши знания поженить с тем, что мы узнали сейчас, то по сути UV — это такой же атрибут, как и все остальное, и от того же самого REST он ничем не отличается. То есть это некие значения, которые остаются постоянными на геометрии при движении ее в пространстве. И в случае с UV эти значения разложены в неком двухмерном пространстве, но это совершенно не обязательно. То есть в Houdini вполне себе может быть UV, быть и оно даже на самом деле и есть трехмерным вектором сохраняется. И они вполне себе трехмерные. Просто когда вы в UV-эдиторе на них смотрите, он показывает только первые две координаты, все остальное, то, что вглубь уходит, он показывает, как будто оно плоское. Но на самом деле оно может быть трехмерным вполне. Так, а в этом какой-то Поэтому смысл есть? иногда это можно применять тоже. То есть мы можем, как-то волюметрик запросить по этим UV. Можно использовать такие трюки. Допустим, в Houdini есть много функционала, к шейдингу так себе имеет отношение, но в Houdini есть много функционала по моделированию геометрии, то есть можно сделать что-то, разрезать что-то и так далее. А с UV этот функционал чуть более ограничен. И иногда можно, например, поменять P и UV местами, и у вас
UV станет вместо точек P, то есть такая плоская будет текстура, а P, которая была, собственно, описывала саму геометрию объекта, будет временно храниться в UV. Не обязательно в UV, она может храниться где угодно, но раз мы, чтобы новые атрибуты не создавать, память не занимать, можно его просто поменяв местами, их таким образом сохранить. Потом провести какие-то операции с UV и вернуть все обратно. Ну, это как один из примеров. Я думаю, что про UV-шки так особо ничего рассказывать. Например, если такая задача, которая может возникнуть, если вам нужно пробежать в цикле по кускам геометрии, которые в UV обозначены, то можно, конечно, класс connected UV и просто по ним бегать. Можно, если бы у нас не было этого атрибута класс connected by UV, вернее, крыжик в ноде, то мы могли бы поменять местами, вот этот трюк провести, и все свелось бы с операциями с обычной трехмерной геометрией, которые потом можно, например, можно пробулить эти UV-шки. Все знакомы с таким термином, как UV-сет, да, он там пришел и в Maya изначально, да, в Maya там нет вообще такого понятия, как толком, да, как атрибут, да, и поэтому там как бы такие придумывались какие-то сущности, то есть мы можем вот сделать UV-раскладку, если нам нужна какая-то альтернативная UV-раскладка, мы создаем UV-сет некий, мифический, в него переключаемся и можем вот эту раскладку новую сделать, она там где-то сохранится в новом месте. А в Houdini, поскольку у нас есть доступ к атрибутам, к их именам, все упрощается. На самом деле до 16.5, до версии 16.5 действительно было такое понятие в Houdini, как UV-layer, причем это называла, такая нода была layer, которая, она и сейчас есть, да? Да. Это есть, да. Ну, то есть работала она следующим образом, то есть мы ее просто добавляем на геометрию и указываем current layer. Где-то, я не знаю, где это помечается. Это в атрибуте detail. Это в атрибуте detail, да, указывается. Значит, в атрибуте detail, в детейловом, детейловый атрибут current layer, и дальше все ноды UV, которые там мэпят, да, они начинают информацию о UV-шках писать в этот layer. Это работает в 16-й Houdini. А как в 16.5 я, получается, не смогу сейчас показать. 16.5, там на самом деле очень просто. Там ноды layer теперь нет. Давай покажем вообще, что происходит. На самом деле вот эта штука, она в Houdini синтетически очень выглядит, и это чисто ее перетащили из Maya, но по факту это совершенно, вот этот механизм здесь совершенно не нужен. Тем не менее, как это происходило вот в 16-й Houdini. Значит, пример. Вообще зачем нужны UV-сеты, да? Например, у нас есть вот такая модель, представим, что это какие-то стекла, да? И мы хотим с ними поработать на уровне каждого отдельного стекла, и в этом плане нам удобно, чтобы каждое стекло, например, было размэплено в квадрат. И при этом иметь возможность также наложить какую-то общую текстуру на все. Да? Как, собственно, вот это сделать? Мы можем, пока у нас одно стекло, например, чем там UV-флаттеном, да, разложить его в квадрат. Дальше надублировать вот эту историю и размэпить уже все стекла целиком. Если мы сейчас накинем еще один UV-flatten просто, очевидно, что у нас... Лучше UV-project использовать. Flatten их можно перепутать. Они ладно. не соединены. Хорошо. Значит, во-первых, давайте посмотрим, как это выглядит сейчас. Да. То есть, вот наши UV-шки, да, это тут было бы удобно, кстати, наверное, мандрила какого-нибудь, да. Где он там? Мандрил. Да, вот. То есть у нас каждое стекло, то есть они размэплены как бы в стопку, да. Мы можем накинуть UV-project, и тогда... Только по оси. Или UV-texture можно там попроще. Такое может быть, да. И вот мы размэпили все целиком. Но в данном случае у нас UV-шки просто перезаписались. Да? Если мы все-таки хотим и ту UV-раскладку сохранить, то вот надо было делать до нынешнего времени следующим образом. Мы создаем эту ноду layer, которая почему-то называется не UV-layer, а просто layer. Видимо, чтобы так всех... А там не только UV-шки, потому что там, еще что-то в них. Понятно. Указываем current layer 2. И смотрите, что у нас произошло. У нас теперь вот этот UV-project, то есть старые UV-шки вот остались, а UV-project, он создал, вот, по сути, новый набор UV-шек. То есть это никакой
не мифический UV layer, это просто был атрибут UV, теперь у нас есть UV и UV2. Вот. Значит, сделаем третий layer, появится UV3 и так далее. И теперь мы можем в шейдере и тот, и другой набор UV-шек легко использовать. Давайте это попробуем сделать. Значит, UV-шки грузятся ровно, точно так же можно их через bind, но опять же тут для удобства есть специальная нода UV Quartz, которая, кстати, с недавнего времени стала. То есть здесь появилась вот это вот как раз, типа, есть возможность указать, какой лейер нам нужен, то есть Да. какие из До UV-координат. этого там, ну, наверняка и сейчас есть shading layer параметр, называлась нода. Но это тоже, это А. все обертки, на самом деле, вокруг байдов и параметров. Ну, кстати, да, Да. еще такая есть штука. В Тоже, котором можно сказать, вот мне нужны UV-шки с лейера 1. Ну, Но это, скажем так, лучше ее не да, использовать. да. Это более прозрачная история. Ну, то есть, вот, например, давайте какую-нибудь текстуру заюзаем. Значит, забираем с первых UV-шек, даем, и сейчас мы, по идее, должны увидеть, да, мандрила на каждом отдельном стекле. Так. Значит, теперь, если мы хотим, ну, то есть, грубо говоря, базируясь на вот этих UV-шках, мы можем какой-то организовать шейдинг внутри каждого стекла, то есть накинуть локальную текстуру грязи, там, опять же, используя какой-нибудь айдишник со стекла, попереключаться между разными текстурами, то есть какие-то вот такие вещи сделать. Тем не менее, как правило, этого недостаточно оказывается, и всегда хочется какую-то сквозную текстуру еще получить, которая будет идти, ну, как бы поверх всей поверхности. И когда у нас есть второй набор атрибутов UV, мы это легко можем сделать. Так. Давайте посмотрим. Просто можно пока вот так подключить. Так, а там альфа есть, да? Да. Так. Так, вектор 4, это вектор. По идее сейчас. Да. Ну и, например, мы можем смиксовать. Ну, когда у нас используется текстура с альфой, на выходе мы имеем тип вектор 4, то есть четырехкомпонентный вектор. Первые три компонента цвет, последние это альфа. У нас есть нода вектор 4, то вектор, который нам раскидывает вот этот вектор 4 на вектор, в котором просто уже цвет, и флотовую переменную, в которой хранится альфа. Дальше я передал это на выход просто в цвет и в opacity, чтобы у меня геометрия стала прозрачная. А если мы хотим наложить два эти слоя, то мы можем просто смиксовать их, собственно, по альфе вот этой бабочки. Да, ну, получится. Это можно вырубить тогда. Вот. В общем, ну вот таким образом можно действовать. То есть для шейдинга всяких здоровых, ну вот опять же тех же зданий, то, что сейчас на Virtus, да, когда там куча стекол, и, допустим, нужно поработать с каждым стеклом по отдельности, да, там разбить его, например. То есть там удобно многие вещи сделать именно когда стекла разложены в стопку, да. С этажами, там потеки. Да, просто, скажем так, уже используя айдишник стекла, чтобы переключаться, варьировать там тип текстуры, но в целом удобнее нарисовать какие-то текстуры для одного стекла. Но этого всегда недостаточно, потому что пока у нас нет сквозной какой-то текстуры грязи, все это выглядит ну, не очень убедительно. И, в общем, вот механизм, который с этой ситуацией позволит легко справиться. Так. При этом никаких ограничений нет, то что вот мы используем UV Quartz ноду, мы можем использовать bin к любому другому вообще параметру, то есть мы можем назвать как угодно этот атрибут, никакой разницы с точки зрения Houdini не произойдет. То есть UV-шки трансформировать не надо, то есть это если просто float 3 или float 2 даже, хотя float 2, по-моему, не загрузится в Flex, мы можем использовать его как UV. Но до 16.5 мы не сможем использовать таким образом ноды, которые назначают эти UV-шки.
Но если они у нас уже созданы, и нам нужно их куда-то переложить, мы можем просто в любой абсолютно атрибут их задвинуть и потом их считать отсюда. Мгм. Окей. Поэтому какие-то вопросы есть? Ну, простая история, я думаю, что... Надо, наверное, еще отметить, что UV-шки бывают поинтовые, бывают вертексные. Как и любые другие атрибуты, они бывают даже примитивные. Другое дело, А, что это не сильно нужно, но Не, ну могут быть. просто там бывает такая часто встречающаяся проблема, когда, к Мгм. примеру, геометрия приходит из разных источников, и на каких-то частях геометрии UV-шки поинтовые, на каких-то вертексные, это потом все мержится, и возникает Ну вопрос, да, почему не в таких текстурируется. ситуациях лучше приводить к... Ну, если у вас разница между поинтовыми и вертексными, все к вертексным приводим. Потому что вертекс может описать все, что можно описано, что может быть описано поинтами, потому что на одной точке содержится несколько вертексов. А вот наоборот произойти не может, потому что в этом случае текстура, ну, UV-координаты, например, если там UV-шки, если они были разрезаны, они склеятся, если вы с вертексов на поинты перенесете. А ST у нас что такое получается? ST — это некие барицентрические координаты примитива. Ну, в случае с полигоном, вот, собственно, это некое локальное пространство для каждого примитива, оно свое. Если это полигон, то это просто там строится некий локальный базис, состоящий из двух векторов, и как бы вот, это координаты вот в этом локальном базисе. Они, скажем так, сейчас, наверное, нет смысла особо о них говорить. Ну, то есть это чуть более низкоуровневая вещь, которую нам сейчас можно сильно запутать, а информации полезной не прибавится. Но вообще они как бы нужны для того, чтобы дифференцировать любые другие атрибуты. Шейдинги используются довольно редко, и на самом деле единственный вариант, когда их можно использовать, это если у вас вот те же стекла, например, представлены просто квадратным полигоном, то тогда вот эти координаты ST, они не будут совпадать с тем, как если бы мы просто каждое стекло в квадрат размэпили. Ну, то есть можно сэкономить на первом UV-лейере. Но если у вас хоть одно Если стекло там, будет не квадратное, да, то вы если там можете не получить квадратный, чушь. если там есть лишняя точка, то есть это мгновенно перестает работать, поэтому лучше... И более того, вы в этом случае довольно слабо контролируете то, ну, то есть все, что гарантирует вам Houdini, это то, что эти ST меняются в пределах полигона. А вот как оно ориентировано, куда оно там смотрит, вот это может различаться. То есть у вас может быть просто грид, в котором эти ST на одном полигоне вот так расположены, на другом вот так, на третьем вот так, и вот все вот так. То есть если вы замапите по ним текстуру, то в каком-то случае вы получите вот то же самое, что здесь мы получили, а в каком-то все будет как попало. И поправить это можно неочевидными совершенно способами, меняя порядки вертексов в общем, короче, ладно. Я говорю, это чуть более низкоуровневая вещь, которая нам сейчас, в принципе, не сильно нужна. А вот то, что нам более нужно, это, наверное, трипланар. Да. Значит, с этим тогда разобрались. Давайте еще одну историю важную посмотрим, которая, опять же, в процедурном шейдинге очень часто используется. Это так называемая трипланарная проекция. Так. Зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда у нас приходит нам на вход на шейдинг какая-то геометрия, особенно если эта геометрия сделана процедурными какими-то средствами, на ней может просто не быть UV-раскладки. Вот, ну, вообще никакой. То есть нет возможности ее как-то размэпить. Какие-нибудь камни, скалы или что-то такое. И в этой ситуации... А шейдить все равно нужно. И текстуры накладывать как-то нужно. И, в общем, вот в этой ситуации как раз поможет трипланарная проекция. Работает она примерно следующим образом. Например, у нас есть какой-то с вами, не знаю, ну, пускай просто какой-то объект. В общем, делаем три проекции в перпендикулярных направлениях. Значит, первая проекция, условно говоря, вот такая. Ну, то есть, грубо говоря, размэпливаем нашу сферу вот на горизонтальную плоскость. Да, то есть такие делаем UV-шки. Ну, я думаю, вы примерно представляете, как будет выглядеть текстура, когда мы размэпим, грубо говоря, спроецируем нашу сферу вот на такую плоскость. Да? Очевидно, что вот здесь у нас будет все хорошо более-менее, да? А вот в этих местах, поскольку
вот эти расстояния все вот здесь схлопнутся просто в одну точку, а здесь текстура начнет жестко тянуться. То есть будут такие характерные растяжки, а здесь будет снова все хорошо. Недостаточно такой истории. И поэтому, чтобы, грубо говоря, побороть вот эти вещи, да, вот эти проблемные места, мы делаем следующее. Мы берем, например, вот если сбоку мы хотим это поправить, мы делаем теперь, проецируем, делаем как бы второй UV-layer, по сути, да, второй набор UV-шек, и проецируем нашу сферу на вот плоскость перпендикулярную исходной. Да. Получаем какую-то вот такую раскладку. И вот на этой раскладке у нас, наоборот, вот в этих областях, где вот здесь были проблемы, здесь все хорошо, да, а здесь растяжки. Теперь мы можем просто взять и результаты, ну то есть две эти текстуры смиксовать по мягкой маске, да, так, чтобы у нас, скажем так, в тех местах, где исходно первая текстура превращается в какую-то искаженную, она подменялась мягко на вторую и наоборот. То есть такой делается просто мягкий микс. Собственно, эту мягкую маску, кто скажет, как можно получить? Да, совершенно верно, dot product. Ну, то есть помните, да, мы с вами как раз рассматривали такой вариант, когда нам нужно мягкую маску по направлениям получить. Мы брали и считали dot product между вертикальной, например, осью и нормалью к поверхности. И у нас получалось, что здесь у нас единичные значения, а здесь как бы оно спадает к нулю. Собственно, рассчитав такие dot-продукты с нормалей вот с этими осями, которые перпендикуляры, соответствующие каждой из плоскостей, мы можем получить маску, ну как бы вес каждой текстуры, условно говоря, получить К1, К2, да, и дальше просто брать и цвет, полученный с первой текстуры, домножать на ее вес, да, она здесь будет единичная, здесь будет обнуляться. Дальше цвет второй текстуры, вот этой, да, домножать на некий коэффициент К2, который рассчитан dot-продуктом уже нормалей вот этой оси. Да. Ну и на самом деле в трехмерном случае там 3 используются плоскости. Да, еще у нас проблема возникает еще и с этой стороны, поэтому нам нужно еще третью плоскость. Сложив вот это все вместе, мы получим некую текстуру, которая в целом будет довольно визуально привлекательно выглядеть, да, то есть мы не будем видеть растяжек. Безусловно, здесь будут возникать небольшие как бы такие дефекты, скажем так, ее в местах бленда, да, потому что вот здесь будет кроссфейд одной текстуры в другую, это, как правило, приводит, ну, то есть этот кроссфейд, во-первых, может быть видимым, он приводит там к снижению контраста и так далее. Но в целом делать какие-то базовые фактуры на объектах сложной формы с какой-то мелкой детализацией, например, очень даже хорошо работает. Давайте сейчас попробуем тогда это собрать. Игорь сказал про UV-шки. На самом деле там никакие UV-шки не нужны, то есть и никакие UV-сеты не создаются. Это просто используется непосредственно P. То есть это проекция на каждую из этих осей является просто одной из координат, вдоль которой проецируем, просто игнорируем. И это и будет планарной проекцией на эту ось. То есть наша сфера сплющится по этой оси, которую мы игнорируем. Так, хорошо. Итак, что мы делаем? Мы берем наше P, трансформируем, опять же, в Object Space, да? И дальше нам... Вот тут, как бы, поскольку мы уже обладаем секретными знаниями, в данном случае мы лучше сразу брать не вот это, а REST, ну, то есть ноду REST-POS использовать, которая возьмет P в Object Space, если нету рестов, ну, кстати, а если есть, она возьмет ресты, и голова болеть не будет о том, как в дальнейшем сделать так, чтобы, когда у нас свинья пойдет, чтобы ничего не плыло по ней. Убедил. Хорошо, значит, в любом случае, это мы забрали, в данном случае мы забрали просто P в нужном нам спейсе. Дальше проецируем на плоскость. Собственно, как Миш сказал, для того, чтобы в данном случае, поскольку у нас плоскости... Она рисует координатную сетку. Да. В данном случае координатная наша система координат у нас вот такая, да. Нам, чтобы получить вот эту проекцию, достаточно просто обнулять соответствующую координату. Например, чтобы получить, если у нас вот это x, да, чтобы нам получить вот эту проекцию, нам нужно просто x компоненту p
обнулить. Это мы сможем использовать как наши ювихи. На самом деле тут даже не обнуление получается, а мы подаем, то есть если мы используем функцию texture, она Она две из трех ожидает координат. первые использует. две координаты, чтобы были UV. Что в третьей ей вообще все равно. Мгм. То есть нам нужно будет просто переложить нужные нам координаты в эти первые две в нужном нам баре. Собственно, у нас их будет 3, да, для 3 осей. Первый, ну, то есть там, Координаты x и y. значит, x, например, z, да, и z. Так получается, да? Да. Что ли? И важно везде третью компоненту обнулить. Не нужно, на самом деле, Не без обязательно? этого тоже будет. Он не сломается там? Нет, не сломается. Ну, просто texture сейчас. Мгм. Ну ладно. Да, ну Просто естественно, покажи, что происходит. Да. три ноды используются. Ну, можно как раз проблемы, вот те, которые ты рисовал, чтобы показать. Ну, то есть просто по одной их Ну, подключай. да, это понятно. Миш, вы сейчас пытаетесь повторить ноду трипланар? Да, чтобы было понятно, что происходит. О, Ну, во-первых, обычно те текстуры, которые подаются в трипланар, они, как правило, тут бы затайленные должны быть. тут бы какую-нибудь текстуру-то Возьми человеческую. чекер из вот этой же. Ну да, либо, ну давайте чекер. Ага, во, да. Ну вот. Собственно, вот мы одну из проекций получили, и видно проблемные места. Да, вот эти растяжки, которые вот по вышеописанной причине возникают. Эти растяжки, они, соответственно, будут появляться ну, с разной стороны. В каждой из текстур. Ну и, в общем, идея в том, чтобы в проблемных местах просто текстуру обнулить по мягкой маске, да, и потом сложить их все 3, чтобы дырок вот этих не стало. И, собственно, чтобы это сделать, нам нужно с вами сформировать веса правильно. Ну, давайте сообразим, как это сделать. То есть в данном случае мы видим, что у нас как бы единица должна быть в том месте, где у нас нормаль совпадает. То есть нам надо брать dot-product нормали и оси z, да, то есть вот в этих областях. То есть ось z у нас вот как направлена, видите, да. Если мы возьмем нормализованные вектора нормали, ну то есть если мы скалярно перемножаем два нормализованных вектора, dot-product просто по определению равен косинусу угла между ними. Поэтому... Как вы думаете, какую нормаль надо взять в данном случае? То есть у нас тут как бы сразу подмывает как бы взять вот эту нормаль, Да. которая вот здесь. Кстати, да. Но есть один момент. Как бы в данный момент, когда мы ее возьмем, все заработает. Но поскольку мы берем вот здесь от REST-поза, когда мы захотим использовать REST-поз, чтобы, ну и свинья у нас развернется там в какое-то другое положение, то нормали, которые должны быть от этих точек, и нормали, которые придут сюда, будут различаться очень сильно. И результат будет неправильным. А как надо сделать? Поэтому правильнее, мы в прошлый раз говорили, что есть функция shading normal, мы не объясняли, как она работает, и сейчас объяснять тоже не будем. Предположим, что это магия. Она из позиций точек, любых, ну, то есть, вычисленных на данный момент, в том числе и вот этих, может сделать нам нормаль. Нода shading normal. В принципе, я могу рассказать, как бы, но это будет немножко отвлечением сейчас. Я думаю, что это не следующий уровень. Это было бы интересно, но я думаю, что ты сейчас взорвешь мозг. Не, я попробую без... Давайте я вкратце, наверное, расскажу все-таки. То есть тут без производных. Миша дорвался. Смотрите, ну... Картиночку? Да, наверное, картинку надо нарисовать будет на эту тему. Это связано с тем, ну, то есть вообще такая возможность, она существует у нас только в вексе, который в мантре. И связано это с тем, каким образом мантра делает операции над геометрией. Ну и вообще вычисляет все значения. Значит, она оперирует, скажем так, правильнее думать таким образом, что мантра оперирует не с одной точкой одновременно, а сразу с неким, например, полигоном, разбитым на микрополигоны.
Так просто удобнее думать будет об этом процессе. Она оперирует с каждой точкой вот этих микрополигонов одновременно. То есть как бы каждая нода, выполняясь последовательно, по сути, выполняется на каждой точке. И мы знаем информацию, ну, напрямую мы ее запросить не можем, но вот как раз у мантры есть механизм, когда она, опираясь на информацию о том, что вычислилось у соседей, ну, например, если у нас вот эта точка сдвинулась вот сюда вверх, а все остальные точки не сдвинулись, то у нас нормаль, которая должна образовать, ну, или давайте для простоты, вот эти две точки сдвинем, вот, и у нас получится как бы геометрия вот так вот исказилась относительно исходной. Если здесь у нас нормаль была вот так на точке, если у нас нормаль здесь была вот так направлена, ну, сонаправлена с этим изменением, то теперь у нас эта нормаль должна быть направлена вот так. Должны. Но как мантра это может узнать? Как раз из-за того, что она знает в каждый момент времени обо всех точках на вот этом небольшом участке, она может, опираясь на эту информацию, сама вычислить вот эту нормаль. У нас есть, ну, более тонкие механизмы, как это сделать вручную, но сейчас это будет точно выходить уже за рамки объяснений. То есть это касается не только вот дисплейсмента, как я сейчас нарисовал, это касается любых, на самом деле, атрибутов. Все атрибуты всегда вычисляются не только для одной точки, на которой мы сейчас, но правильно думать, что они параллельно исполняются, ну, то есть разными процессорами, например. Одновременно все исполняют вот этот кусок кода, который на данный момент мы видим. Так а в цикле он перебрать может их? Нет, в цикле он не может их Так перебрать. а как он считает, например, производную? Ему же надо тогда взять эту точку, соседнюю, еще одну там, да, в окрест. Ну, то есть, Не, производную он может посчитать только первую, ну, первую. только на ближайших соседях. То есть, И всё. все-таки есть возможность в цикле пройти всех соседей или как? В цикле пройти всех соседей нет. Нельзя. Можно просто взять, По-другому это делать. есть возможность просто взять производную, где А мантра как раз, ты возьмешь производную от произвольной позиции, не зная соседей? А мне не надо знать соседей. Мантра знает соседей. Она одновременно посчитает. Откуда она знает соседей, если ты ресты подаешь ей? Потому что Арест — это просто атрибут. да, это просто атрибут, который она просто проинтерполировала. И она, я же говорю, она работает не с одной точкой, она работает со всеми точками. То есть ей подаешь P на P ресты, но она при этом знает всех соседей еще. Это Она нода. знает вообще всю геометрию, которую она сейчас обрабатывает, в том числе и соседей. Она тебе не дает доступа к этим соседям, но позволяет взять производную. За счет этого можно посчитать нормально. Дело в том, что операции Блюра затрагивают не одного соседа, а гораздо большее количество. И там Если у нас есть информация обо всем объекте, значит, можно? у нас нет доступа к этой информации. Тоже по объективным причинам. И доступ, и у мантры надо считать, что есть доступ только к ближайшим соседям, а не ко всем. Потому что, ну, чтобы вот это работало, она же не может работать со всей геометрией. Она вот такими небольшими кусочками эту геометрию держит у себя в памяти. И чтобы, когда эти кусочки надо склеить, нужно, чтобы... Да, я вот как раз хотел спросить, а что вот на краю Да, происходит? на краю происходит следующее. То есть она хранит, вычисляет на всех вот этих значениях, но производные получаются только вот внутри. И это такой край запаса, скажем так, всегда, который не нахлестывается, да, он не учитывается. Понятно. Вернее, он как бы read-only такой. То есть, получается, должна быть некая нода, которая может вычислить производное от любого атрибута, да? И такие ноды есть. Как раз вот как раз в этом базе, вот у нас есть вот здесь вот наши S меняются и T. Раз уж мы об этом заговорили. Но это у нас, когда специализация на курсе Да, начнется. да. Я думаю, что будет рассказываться. это так. Если вы выберете специализацию про производные, то Я будет думаю, там курс, количество участников сократится сильно. да, до Можно 3. будет более подробно это рассказать. Да. Причем двое — это я и Миша. Да. Для нас, как для пользователей, Здесь происходит магия. да, Здесь P некая считается- магия, которая нам позволяет нормально. по какому-то произвольному P
Причем, смотрите, это еще вот где тоже используется. Вот если мы делаем displacement, например, и displacement же можно делать не обязательно с помощью ноды displace along normal. Мы можем просто брать p и прибавлять к этому p какие-то вектора смещения, например. То есть делать displacement не по нормали, а вообще какой-то произвольный, да, векторный там и так далее. И у нас будет получаться некая новая p. И вот чтобы правильно на шейдинге такая геометрия выглядела, нужно и нормали обновить на ней, да. И вот это бы делалось ровно тоже с помощью ноды shading normal. Хорошо. Миш, я правильно понимаю, если мы сейчас этот shading normal сделаем не от рестов, а от p, то он будет учитывать displacement? Конкретно в данном случае, В данном случае мы берем рест, он не должен, получается, его да, он не будет учитывать использовать. displacement. А И- если мы берем от p, то он прогонит через displacement. Да, и через displacement прогонит. Это не единственная причина, что еще произойдет с этим всем. Гораздо страшнее то, что если свинья повернется на 90 градусов, то информация о нормали как бы будет бредовой. Мы наоборот, вместо того, чтобы убрать вот эти потяжки, которые нам не нужны, мы наоборот только их и оставим. Она в любом пространстве. В том пространстве, в котором ты подаешь значение. Если мы подаем сейчас P в объектном пространстве, значит нормаль будет в объектном. Мгм, понятно. Слушай, Миш, а вот эти две галочки, smooth derivative и extrapolate, они вообще бывают какие ситуации, когда Это, нужно? по-моему, в рейтрейсе они так... То есть бывают какие-то случаи, когда, вот, допустим, нужно это снять или, наоборот, поставить extrapolate? Или как бы по Я- дефолту и не паримся? Скажем так, если наверняка бывают, но не часто. Мгм. Ну, то есть это какие-то Лучше экзотические оставлять пока по ситуации, дефолту. да? Это может быть в микрополигональном и в рейтрейс движках они по-разному работают немножко. И могут быть с этим связанные отличия. В рейтрейсе, по-моему, это не сильно заметно, даже если и влияет. В микрополигональном эти вещи гораздо более заметны, потому что размеры микрополигонов больше, чем как бы, сэмплов в рейтрейсе. Ну, Вот у меня еще такой вопрос. А как определяется фронт фейс вычисления такой нормали? Для вычисленной нормали как определяется? Ну, в данном случае нам не понадобится фронт-фейс. ну, кстати, вопрос хороший. А как он определяет, куда она смотрит? Да? Никак не определяет. Ему не нужно определять фронт-фейс. Он определяет, имеется в виду, куда она смотрит или фронт-фейс. ну, наверное, смотрит она куда она смотрит, наружу в одну или внутрь? сторону. Да. Ну, вот, собственно, у нас правосторонняя система координат. То есть барицентрические координаты как раз используются. Ну да, получается, да. ну, Понятно. ДПДС. А они, значит, ДПДТ. завязаны на нумерацию То вертексов? есть, на самом деле, что ли, чтобы как? сгенерировать просто, если... Нет, он просто векторно... Внутри происходит векторное произведение просто между ДПДС и ДПДТ. Получаем вектор нормальный, который перпендикулярен им обоим. Что, непонятно, что ли? Ну, вы сами прям офигительная магия такая, никто не догадался. Ну, я думаю, что сейчас не имеет смысла в это влезать. Тут надо уже тогда просто поподробнее про это все. Сейчас куча терминологии полезла. Так, ладно. В общем, я так понимаю, что нормализовать здесь не надо ничего. Оно уже, скорее всего, нормализовано. Или вот надо? Нет, вот тут Лучше как раз нормализовать. Да. да. Значит, нормализацию, помните, мы делаем для того, чтобы Зайцев был спокоен. И вспоминаем, да, что у нас дот неких векторов А и Б, да, это модуль А на модуль Б на косинус угла между ними, да, А, Б. И дот будет равен косинусу, если вот это равно единице. Это значит, что вот эти вектора нужно нормализовать. То есть мы, когда берем вектор, делим на его длину, получается тот же самый вектор по направлению, но только с единичной длины. Собственно, его модуль будет равен единице. Нормализуем и скалярно перемножаем с константой. Просто с осью. Какой нам осью Ну, нужно? Z. в зависимости Да? от- В зависимости от того, вес какой текстуры. Ну, то есть вес вот этой текстуры, сейчас нам нужно ось Z взять, да, с вами. Так. Значит, дальше нам нужно взять... Покажи просто, что получилось. Да. Нам надо взять модуль, поскольку у нас
Видите, сейчас только с одной стороны. Ух ты. А как вот мы с этим сейчас будем бороться? То, что у нас здесь такая ерунда получилась. Ну, кстати, сабдивность линия поможет. Да? Либо надо вот этот как он там называется? Как это Нет, на самом деле тут У нас её тут нету. нужно по-хорошему. Мы уже сталкивались с тобой с этой проблемой. По-хорошему, как раз вот недавно, для да. рестов, вот для как раз для вот этого Да. существуют рестовые нормали. Специально, да? Потому что, ну, для полигонов, ну, у него нет другой возможности посчитать как бы сглаженную нормаль, Мгм. потому что он считает ее для полигона. Но на трипланар полигоне она- без ростовой нормали работает. Как они это делают там? Он вообще работает по той позиции, по которой ты ему дашь. А вот если ты ему дашь вот эту позицию, то у тебя будут же самое будут будет, да? глюки, если ты А. не учтешь. А давайте пока временно попробуем нашу нормаль взять, нормальную. Нет, сейчас разницы не будет, если мы возьмем нормаль. Разница будет, если мы повернем Мгм. на 90 градусов. Ну, Сабдив помог нам. Давайте пока Сабдив оставим тогда. Ну, еще чище брать не шейдинг нормал вот здесь, а брать рест нормал. Мгм. То есть Но его ещё- надо ещё один сделать. атрибут, да, У его нас нужно его нет. Да. То есть Да. трипланар мэппинг, он, получается, не будет работать с поворачивающейся геометрией, да? То есть там он не приклеит текстуру, нам, Не, да? ну, будет все то же самое будет. Я понял. Ну ладно. Ну, Там у трипланар маппинга тоже есть вход для нормали, который по дефолту равен нормали, мгм. в который никто ничего не втыкает, а зря. Просто мы это с тобой пофиксили вот этой волшебной нодой-то, как она там называется, которая переводит из базиса в базис. Как она там? CG Tangent Space, Не, вот это вот. это кастомная нода, которая Да. у нас существует, ее нету в стандартной поставке. Да, я понимаю. Да. Да. Нормаль, да, тоже Да. надо засовывать, и нормаль тоже рестовый. Но Смотрим. просто для сабдивов он всегда совпадает, ну, то есть как бы вычисляет гладкую нормаль. А вот для полигонов он так сделать не может. Ну, дальше здесь нужно как-то В этом, кстати, разница между вот там, пофитить эту в текстуру. глобале между NG и N. N — это та нормаль, которая приходит с атрибута, а NG — это геометрическая нормаль, которая вот как раз по полигону идет, вот эти плоские штуки. И вычисляя между ними разницу, можно как бы получить, вот это вот, попытаться ее сохранить, скажем так, Вот гладко. это сейчас уже мало кто понял, Миш, хотя это очень интересно. Так. Это паузу заполняй, пока ты там ноды создаешь. Да я тут что-то... А чем, расскажи вот действительно, чем отличается, раз зашел разговор, N и NG? Ну, N — это атрибут, который создан на геометрии. А если его нет? Если Тут его нет, будет это 0? вот тот вот, он все равно создается, когда в мантру уходит, Мгм. в зависимости от настроек вот этих мягких нормалей дефолтных, которые Мгм. там существуют. Так. Но это мы сейчас очень глубоко сейчас закопаемся. Потом не вернемся. Да, и он, как любой другой атрибут, будет интерполироваться между полигонами. Мгм. А вот NG — это как раз нормаль геометрии, которая вычисляется вот как результат между DS и DPDT. То есть она как бы полигон условно плоский, да, у него вот нормаль плоская. Если полигон не плоский, то там поведение будет непредсказуемое на самом деле. Так в результате NG не будет интерполироваться между полигонами никогда? Между получается? полигонами он не То есть интерполирует. всегда будет вот такая вот Да, плиточка? э, Даже интересно. создай ноду displays along normal. Там есть одна галочка, которая как раз использует вот эти NG и N для того, чтобы сохранить эту гладкость полигонов при дисплейсменте. Вот ensure proper smooth shading of polygons как раз означает, то есть он пытается взять нормаль, ту, которую подали, взять эту геометрическую нормаль, вычислить между ними разницу, и потом продисплейсить геометрию, вычислить нормаль вот эту, и эту разницу, которую он там запомнил, применить. Таким образом он пытается сохранить гладкость исходную ребер. Оно тоже не всегда получается, но гораздо более гладко, чем без этого. Не очень понятно, честно говоря. Мне кажется, никто не понял. Может, ты поподробнее? Потому что это действительно... Ну, это сейчас мы... Это просто немножко не по теме, но просто Да. раз зашел разговор, вот разница между N и NG. Не, ну я не знаю, как хотите, просто давайте это пропустим это потом. Может, рест закончим тогда, Мгм. потом про это расскажем. Ладно, да. Ой, рест. Трипланар, да, закончим?
Ну реально, мы сейчас одно за одно будет Ну, цепляться, мы ну, видишь, совсем другой тему придем. проблема в том, что немножко мы непоследовательно просто материал подаем. То есть вот тут начинают вот эти вещи использоваться, а мы это не проходили. И вот оно тянет одно за другое. Поэтому давай создадим рестовую нормаль, Да. и все, задача сводится к Нет, я следующей. пока могу вот просто обдив оставить. Так, хорошо. В общем, вот первую текстуру мы, условно говоря, получили. По аналогии с первой считаем все остальные. Так, что нам нужно? Просто dot продукты там с какими-то соответствующими осями. Давайте для второй. Здесь нам ось нужна y. Да. Так, вот вторая текстура и последняя. Давайте смотреть. Здесь нам нужна, видимо, с вами ось x как раз, да. Так. Так. Все, и просто вот мы получили взвешенные вот эти текстуры, и теперь мы их можем просто сложить. Здесь, скорее всего, сейчас может быть результат не самый получится привлекательный, потому что, ну, явно там как-то те... Так, я вот единственное смотрю, что... Ладно, в любом случае, да, наверное, максимум бы лучше сработал, согласен. Максимум явно, наверное, нас избавит от пересветов. То есть в целом, видите, да, мы избавились от артефактов таких откровенных, но при этом ряд других артефактов остается, и самое главное — это понижение локального контраста, да, связанного с тем, что когда мы миксуем две текстуры, в том месте, где они кроссфейдом смешиваются, там происходит вот такой не очень приятный эффект, но в целом, как правило, это в любом случае более-менее работает. На самом деле, Макс не совсем правильный способ этого микширования. Наиболее правильный будет все-таки складывать, но при этом нужно коэффициенты, на которые мы домножаем, между собой нормализовать. То есть разделить каждый коэффициент Вот, на да, сумму да. трех этих коэффициентов. Ну, давайте это сделаем. У нас в итоге 3 коэффициента косинуса этих в сумме должна давать единицу. Я думаю, что это уже детали. Мы сейчас общую схему рассматриваем. В любом случае, сделано это было ради того, чтобы просто, ну, в целом было понятно, что происходит. Ну, внешний вид на вот этих краях после этого улучшится. Надо поделить уже результат, можно, не- да? Да какая разница, если делить все? Ну да, можно и результат, Получается, да. я могу поделить на результат уже на эту штуку, да? Вот здесь как раз контраст, вот то, про что Игорь говорил, вот контраст уменьшается. Мы Ну, я видим, сказал уже об этом. когда да. вот эти клеточки друг на друга накладываются. Но мы можем теперь вот как раз, когда мы сделали вот это деление, мы можем в этих фитах более свободно себя чувствовать, как бы более жесткие вот эти границы сделать или наоборот более мягкие, которые лучше подходят к каждой выбранной нами текстуре. Ну и радость заключается в том, что нам не нужно всю эту вязанку вязать, потому что у нас с вами есть готовая нода, которая так и называется UV Triplanar Project. Подключаем ее. И, собственно, вот здесь примерно похожий функционал. То есть проекции по 3 осям. В каждой можно указать, можно одинаковую текстуру, можно разные. Да, и он нам автоматически эти проекции делает, маски генерит и так далее. Эти маски здесь, видите, можно подкрашивать, то есть, вернее, текстуры можно подкрашивать, если это необходимо. Можно это убрать. Такой получается результат. В целом примерно похоже на то, как это у нас выглядело. Там разница как раз вот в границе, ну, Да. в фите, в котором для границы. Здесь, я так понимаю, что есть какие-то вот настройки Mask Sharpness, то есть это вот примерно то, что я тут фитом делал, да, вот они там примерно как-то тоже это делают. Только тут чуть более расширена она то есть она отдельно может то, что сверху и то, что снизу, тоже различать как разные компоненты, как разные текстуры. В общем, для шейдинга всяких
процедурных, и не только на самом деле геометрии, я, например, часто использую даже на геометрии, на которой есть UV-шки, потому что это просто позволяет, ну, какой-то другой вид немножко получить, чем то, как текстура ложится по UV. Ну, а если UV-шек нет, то вот очень хороший вариант накинуть какую-то фактуру. В целом, как бы выглядит, как правило, довольно сносно. И вот возвращаясь к той проблеме, которая у нас с нормалями возникла, можешь вот здесь приблизить чуть-чуть к вот этой ноде? Тут вот, к нижней части этой ноды. Вот тут есть, здесь, кроме входа P, есть еще вход нормали, в которую нужно подать правильную нормаль для тех P, которые вы туда подаете. Ну, то есть я правильно понимаю, что если мы сейчас покрутим Да. за Ну, трансформы, можно попробовать. за трансформы в геометрии, все будет нормально, да? Да. А вот если мы покрутим за трансформы внутри геоконтейнера, Давай все вот будет плохо, подключим да? P к кресту, а N оставим как есть. По умолчанию все будет хорошо. Вот кресту вот это P. О, как все плохо стало. Уже, кстати, да. Даже по умолчанию все плохо, потому что потому здесь что он там он переводит из current да, в object. здесь нужно перевести вот этот наш да. P в current. Значит, здесь проблема возникла в том, что вот если сюда зайти внутрь и посмотреть, что здесь происходит с P, он считает, что P приходит в current space и переводит в object space. Когда мы подаем REST, который уже в object space, там получается двойная трансформация, получается чушь, поэтому, чтобы правильно работало с REST, нужно сейчас из object перевести в current. Вот, тогда будет все хорошо. Это вообще правило хорошего тона в шейдинге. То есть, как бы, когда вы пишете какие-то ассеты, еще что-то, подаете какие-то, которые требуют каких-то P, N, там еще чего-то, правильнее, чтобы они все принимали в current space и отдавали тоже в current space. Что они там внутри делают, как бы неважно. Либо, ну не либо, за исключением явно оговоренных вещей каких-то, ну, там, допустим, если мы делаем dot product, то там как бы понятно, что space не нужен нам. Вот, давайте повернем свинью на уровне сопа. Подожди, ресты создадим и повернем на 90 градусов. Собственно, ну да. Вот проблема, о которой я говорил. А если я повернусь здесь, то все будет нормально, да? Если здесь, то все будет нормально. Но чтобы этого не происходило, потому что как бы, ситуация, в принципе, нормальная. Ну что, у нас персонаж стоял и повернулся. Он не должен от этого как-то пострадать. Просто в ресте, давай создадим вот эти координаты, покажем, как загружать. Вот здесь надо создать также нормали, вот просто add normals. Первое с каким-то там условием. Надо посмотреть, какой атрибут получился. Вот RNML. RNML, да. То есть нам надо его забайндить, да? А в этой ноде REST post там нет случайно уже? Нет. Ну, значит, надо забайндить. Может, есть нода REST normal, нет? Я не использовал его так, поэтому. Нет. Ну, значит, забайндить. NML. Так, да? Да. И нужна такой же трансформация, но почти такой же. Поскольку нормаль в нашем случае это вектор, то вот здесь интерпретацию надо поставить, ну, либо нормаль, либо вектор. Та-дам. И все, стало опять хорошо. Ну, понятно. Нет, в целом, как бы нормальный workflow, да, добавили нормально просто эти все. Можно добавить, что иногда бывает полезно как раз вот эти там P, которые мы подаем, их повернуть предварительно на какой-то угол, потому что иногда бывает геометрия, для которой проецирование именно по вот этим трем осям не всегда дает лучший результат. А повернув на 45 градусов, можно получить более интересный. Да, можно. Только надо не забыть еще повернуть нормаль. Ну так это же можно сделать очень легко. Вот если REST пользоваться, вот здесь просто повернуть геометрию, вот так, например. Да? Если нет возможности перегенерить REST, то это можно сделать в шейдинге. Вот, например, сделать вот так. Да? Ну, если REST используется только для трипланара, то да. Просто если, к примеру, ресты потом использовать для чего-то еще, и поворот реста может привести там в других частях шейдинга чего-нибудь еще. Можно два реста сделать. REST и REST 2. Да. Можно просто сделать REST и переименовать его в REST 2. Но Саня прав, для такой простой задачи правильнее, наверное, будет, чище и меньше памяти будет есть, потому что каждый дополнительный атрибут, который вы создаете, если его можно получить
производным путем не очень дорого, лучше его получить этим производным путем, потому что таким образом вы сэкономите память. Потому что как только геометрия становится тяжелой по полигонам, допустим, у вас 1 000 000 точечек, мы добавляем туда просто маску, флотовое значение. Флот занимает 4 байта в памяти. То есть у нас 4 миллиона байт, этот атрибут начинает весить. Если это вектор, то он занимает там 3 раза по 4 байта, то есть 12 миллионов байт уже. То есть 12 мегабайт просто на то, чтобы создать атрибут. Если геометрия 10 миллионов, это уже не 12 мегабайт, а 120 мегабайт. Уже довольно значительные величины, которые там вы 2 ареста создали, и у вас 240 мегабайт в памяти улетучилось. Да как правильнее действовать тогда? Если, вот в данном случае, если рест отличается поворотом только, да, и больше ничем, то лучше всего Повернуть в шейдере? Повернуть в шейдере. Да. Это надо матрицы знать. Ну, надо матрицы, надо много чего знать, чтобы делать. Ну ладно. Ну что? Ну хорошо, все. Ладно, все тогда на сегодня. Подписывайтесь на наш канал. Да-да-да. Ставьте лайки.